Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что сегодня, во вторник, 27 числа января, мы с вами шумим. Между прочим, последний вторник января. Да, вот уже первый месяц догорает, этот сумасбродный месяц, такой активный, такой необыкновенно насыщенный, и будем все, пытаться обшуметь. Шум — это проект для того, чтобы мы с вами обсудили все самое яркое, интересное, происходящее, то, что не может, собственно, остаться без внимания, и это просто здорово, что нас объединяют разные точки на этой планете. Начнем с игры в города. Традиционно пишите в чат, кто вы, откуда, желательно откуда, да, потому что если слышите понравившийся населенный пункт, то ставьте лайк, если не нравится, дизлайк можете ставить, но в любом случае это так здорово, что мы с разных уголков нашей планеты сегодня вместе в этом эфире. Антверпен ждет, и это просто замечательно. Уфа с нами, поехали, всем привет! Даже Украина восходит к Греции, тут уже, понимаете, философские споры, кто к кому восходит. Одесса шумит обледенелыми ветками деревьев. Спасибо большое, и это здорово. Вильнюс, Александр, Афины с вами, Набережные Челны. Всем привет. Привет в Тверскую область, она тоже шумит. Винница обожает, Саша, шуметь. Трусковец, Ялта с вами, Измайлова шумит, Карелия, Бордо, Мурманск, Каспийск, Дагестан. Привет, привет в Каспийск, ничего себе. Пошумим. Торес шумит, Татарстан, Нижнекамск. Привет из Калининграда, Сибирь, из Томска. Херсонцы из Штутгарта шумят, Москва шумит, Греция, Александрополь. Душанбе шумит, Грозный шумит шумно, Ростов-на-Дону, Оренбург, с нами Львов, и это здорово. Значит, отличного эфира желает Воркута. Привет Воркуту, Лиепая, да, Кривой Рог шумит, Ростов-на-Дону, Бердичев, Симферополь, Джалал... Джалалабад, Киргизстан. Ох, конечно. Привет вам в Киргизстан. Спасибо, что смотрите. Шелест куда-то Игоря дел. Ребята, бывают накладки разные, графики же сумасшедшие. Вы же видите, что очень и очень напряженное время. И все всегда в прямом эфире, все всегда регулярно, стабильно. Аналитика, комментарии. Бывает всякое, знаете. Несовпадение, так сказать, произошло. Ничего страшного. Обязательно в ближайшее время пообщаемся и с Игорем и в прямом эфире. Иршава с нами, Прага, астраханцам привет, Харьков шумит, Худжант, да, спасибо, Одесса, мама, Красноярск, Янакиево, Льеж, французский город, спасибо, что вы смотрите, Гайсин, Вышгород, Каспийск, был, обязательно вспомним еще раз, Брюссель на связи, Пинск, Беларусь, куда же без него, Польша, Гижицко, Парнас шумит, Санкт-Петербург, привет с Винницу, видите, как и друг другу привет передаете. Друзья, поставьте лайк, не забудьте, и давайте к опросу. Опрос сегодняшний вот такой, кому в контексте переговоров из перечисленных у вас больше вопросов? Смотрите, фраза «больше вопросов», больше претензий, да, чья позиция требует уточнения, непонятно что-то, и варианты. Зеленский, Трамп, Путин, или у матросов нет вопросов, все со всеми уже давно ясно. Голосуйте, в конце подведем итоги, очень интересно ваше мнение. Тюмень, привет, Лас-Америкас, Тенерифе, ох, в Тенерифе вам тоже привет. Бровары. Отлично, что вы с нами. Спасибо большое. Жуковский шумит, Лисичанск, Днепр. Вот такие перемещения были, да. Есть еще такие Луганск, Лисичанск, Северодонецк, Днепр. И вот это вот все катится уже который год подряд. Херсон. Александр, почитай электронную почту за 6 января. Хорошо, если не забуду, прочту. Спасибо, что напомнили. Ох, вот это мне нравятся, эти немецкие города наших. Много в Германии. Айзенхютенштадт. Как звучит? Германия. Привет вам. Татарстан, Таджикистан, Шаляпинск, Бесцветный, Москва, Прага, Батуми без света. Да ладно. Кунцево, Екатеринбург приветствует. Псков,
Так, Андрею Плеханову из Вышнего Волочка. Привет. Что там в Тенерифе, как дела? Друзья, обменивайтесь, общайтесь, как дела у кого и где. Спасибо за эту игру в города. Как всегда, в конце немножко пообщаемся с чатом. Также, да, после шума. Спасибо всем за QR-код, за то, что поддерживаете. И можете на экране там чего хотите написать. Это тоже, в принципе, очень хорошая опция. И благодарен вам за то, что мы вместе, да, и этим вечером тоже. Начнем традиционно с наипотужнейшего из потужнейших событий массой. Он, смотрите, как держит руку на пульсе. Ну, как в нормальных таких, как бы, ну, уже долго живущих вместе семьях, супружеский долг. Обращение длится 3 минути. Сегодня, кстати, очень і очень зарані. Шановні українці, українки, сьогодні активний день дипломатичної роботи. Щойно я говорив з Кіром Стармером, прем'єром Британії. Сьогодні ж були у мене розмови з прем'єром Норвегії та канцлером Австрії. Я хочу подякувати за підтримку. Дуже щира цікавість, що у перемовинах з Америкою та російської сторони наші команди працюють активно сьогодні. Якраз ми з урядовцями та командою Офісу президента. То есть, смотрите, он всем поблагодарил за искренний интерес, искреннюю заинтересованность. Всем же интересно, все ночами не спят. Как же ж вы там в этом Абу-Даби? Сколько уже прошло с этого Абу-Даби? Но, тем не менее, всем же интересно. Зеленский, расскажи. И один прем'єр, і второй прем'єр, і всі спрашивають. Працювали із документом щодо відбудови. Я сподіваюся, що наші партнери так само ставляться до завдань. Чіткі гарантії безпеки для України та всієї Європи, абсолютно чіткі зобов'язання і можливості для відбудови України. То есть, смотрите, кто-то ему подсказал, видимо, сказал: Володь, ну не надо процветания. Ну, как бы, ну, это какие-то дураки тебе посоветовали это слово, они заменили на слово «відбудова», то есть отстроить, восстановление, в смысле, чтобы отстроить, да, то, что как бы потеряно, то, что уже потеряно безвозвратно, то, что еще можно спасти, и он ждет от партнеров четких моментов. А как, с чего начать строить? Помните такое выражение, нам, как бы, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. И вот он сидит и рисует вместе с партнерами, з документами працює. Та, звісно, реальні можливості достойно закінчити цю війну. Зараз жодних сумнівів не може бути ні у кого в світі. Що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває. Всі розуміють, що це російська війна. І відповідальність також російська, щоб війну закінчити. І тиск. То есть, поняли? То есть, все, это Россия начала, Россия ответственна, давление должно быть на Россию, не на Украину. На Росію має бути. Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії, на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім в Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше. Смотрите, российские доходы обрезаны еще больше, и это поможет нам в Европе. Украина сегодня, значит, наметила себе цель, об этом сам Зеленский заявил, в 2027 году рассчитывает вступить в Европу. Поэтому нам в Европе, если, опять-таки, это не будет миллиард деревьев или еще какая-нибудь такая очень интересная замануха, нам будет в 27-м, а ему уже... Вже бачимо колосальні нові проблеми у агресора з федеральним бюджетом, а також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. То есть проблемы, инфляция – это хорошие, правильные сигналы, чтобы мир настал. Только получается немножко, ну вот как-то вот, ну, с односторонним движением. Гривна пробивает по евро 51 туда дальше и летит как можно быстрее вперед. Кристалина Георгиева говорит: порычите как лев. Другие раздают тоже разные советы. В общем, с экономикой труба, субсидии как бы... Налоги надо повышать, но никто не решается именно по законодательству это все провести, потому что и так народ на взводе, но это будет 100%. Повышение коммунальных, свет дороже, его нет, дефицит, вот он и дороже на фоне этих ударов. Бизнесу выживать просто невмоготу, но, конечно... Дефицит, инфляция, дефицит бюджета, инфляция в России. Хороший сигнал. А если мы эти два хороших сигнала саккумулируем, так войну надо было завершать еще год-два.
3 назад? Чим для Росії складніше, тим мир ближче. Говорили з прем'єром Британії, зокрема, про ці удари, про потребу захисту нашої держави і людей. Сьогодні в Одесі протягом дня рятувальні роботи, розбір завалів. Після російського удару 52 ударні дрони саме проти міста, багато проти центру Одеси, район навколо привозу. Жодних військових об'єктів там не було. Не было никакого военного объекта. То есть, смотрите, главное держать лицо. Главное, что вот смотрите, куда прилетело, там ничего не было. Ничего не было. Рядом рэп, обломки. Какая разница? Вы же обстреливаете. Это, ну, как бы вы обстреливаете то, что, ну, собственно, людей. Это четкий нарратив. Сегодня ужасная история там в Одессе, да, там немножко зацепим ее, там дом провалило, и, судя по всему, судя по обломку, прошила насквозь ракета Х-22. Там уже никто не скажет, знаете, ПВО, не ПВО, но опять-таки, что было с этой ракетой? Канонада стояла жуткая. Куда она летела? Отклонилась ли она? Была ли отклонена? Что произошло? Нет нормальной экспертизы, и ее не будет, потому что на нее забили. Мы не знаем. Мы знаем только, что Россия обстреливала, и, получается, Россия обстреливает мирных жителей. Это догма, это то, что как бы является двигателем, да, помощи финансовой, поводом поговорить со Стармером. Вы же видите, Стармер, мы поговорили, а я ему рассказал об этих ударах. Немає. І фактично усі мішені російських шахедів – це звичайні будинки. Проста цивільна інфраструктура. Жорсткий був удар. Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, не всі. То есть большинство сбили. Получается, большинство дронов летело вот по домам. А все дроны, которые сбили, это, ну, собственно, спасли жизни. Людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Майже 50 людей звернулись по допомогу. І це один удар по одному місту. Напередодні був ще російський удар по енергетиці Харкова, удар РСЗВ, реактивні системи залпового вогню. Значні були пошкодження, відновлення буде максимально швидким, настільки, наскільки це можливо. Я хочу відзначити нашу ДСНС України, і Укренерго, і Харківобленерго, усіх фахівців, які працюють, щоб стабілізувати цю ситуацію. 80% области без света после вчерашнего, ну, ночного, вечернего ночного удара. Кожен, хто працює зараз, заради стійкості України, працює на те, щоб життя, як таке, перемагало. Хочу також подякувати всім, хто працює і в Києві, і на Київщині, в Запоріжжі, на Дніпровщині, Сумщині, Чернігівщині, в усіх областях, в усіх громадах після ударів. Був також удар росіян по газовій інфраструктурі у західній частині нашої держави, але всюди є наша допомога, всюди є робота заради життя і людей. Я дякую кожному, хто допомагає тим, хто поруч. Я дякую всім, хто б'ється заради України, як заради самого себе. Слава Україні! Ну вот, собственно, и все. Насыщеннейший день, очень активная дипломатия, но, в общем, надо всем поблагодарить и поговорить со Стармером. Это, конечно, нечто. Этот разговор со Стармером, это все. Ну, это надо видеть. How are you, Kir? Thank you. Thank you very much, Kir, for everything. Спасибо тебе, Кир, за все. Спасибо. Кислица соответствует своей фамилии, наблюдает, слушает, вслушивается. То есть, смотрите, какая атмосфера. Thank you for allocating it. 20 minutes. То есть он собирает совещание. Вот эти совещания. Все сидят. Говорят, так, Киру надо позвонить. Pound support package for our energy infrastructure. Поблагодарил за то, что там вот помощь энергетическая, помощь защиты энергетики. Смотрите, раскадровка какая. Прям, ну, кино, Голливуд. Флаг Украины заклеенный, там логотип Apple. Вот люди сидят и слушают внимательно, с серьезными лицами, о чем он говорит. Так а что ж там у него? Что ж там у него на мониторе-то? Kind of support with energy which we are losing each day under. Вот что у него на мониторе. Кир. Точнее, как Кир? Может, это и не Кир. Нет, ну, это, конечно, не Кир, это кислица. Вот, кислица. А это Кир. Какая-то супер защищенная программа, супер защищенная. Вообще невозможно угадать, почему же он с ним созванивается, представляете? И все слушают. КС звонит. These attacks of drones and missiles, any kind of this help is very important. So thank you, Kir.
Бай-бай. Бай-бай. Так и говорит, бай-бай. Вот это, понимаете, вот это событие, вокруг которого, на которое нанизано было все целое сегодняшнее обращение. Нет, вчера он был гораздо более ярок на комментарии. Почему? Потому что он пошел добивать все паростки мирных каких-то контактов. Это все очень сложно сейчас идет и со скрипом, и Украина занимает очень деструктивную позицию. Почему? Потому что, как же нам говорят, все в тайне? Нет, ничего не в тайне. Сегодня, прям как из пулемета перед сегодняшним шумом, выползает Сибига. Сначала, конечно, интрига, Сибига, интрига, все в рифму. Значит, российские переговорщики за кулисами смягчают свою жесткую позицию, пишет Киев Индепендент со ссылкой на американских чиновников. Уточняют, что какой-то украинский чиновник, а он знаком с ходом переговоров, говорит, что американцы просто оценивают встречи слишком прямолинейно. Они проявление простой вежливости воспринимают как позитивный знак. Помните Задорнова? Эти американцы, они тупые. Вот так комментирует Киев Индепендент некий чиновник. Что ж там за чиновник там такой? Так к вечеру, в принципе, выяснилось. Андрей Сибига начинает раздавать комментарии. Переговоры очень сложные, но мы можем констатировать качественное изменение состава российской делегации. Это другие люди, и там уже не было этих псевдоисторических лекций. Разговоры были очень сфокусированы. То есть фокусированные разговоры. Понимаете? То есть был фокус какой-то. Фокус-покус некий был, и до чего-то очень там договаривались. До чего договорились? Откровение необыкновенное Сибиги, по поводу двух вещей. Вещь первая. Принципиально важно, чтобы, цитату его дают, издания. Он говорит о чем? О том, что Украина подпишет с Соединенными Штатами 20-пунктный мирный план. Это то, что на языке у Зеленского крутится. 20 пунктов, 20... А США подпишут документ с Россией. Причем все спрашивают, окей, так а чем отличается эта позиция? Об этом же судачили всю дорогу еще с конца весны. Помните, Трамп тогда выходил с теми заявлениями, и они, в принципе, сбивались до кучки в коалицию желающих, чтобы Европа не была в стороне. Его спрашивают, подожди, Сибига, а как без Европы? Он говорит, не, европейская сторона участвует в процессе, в соглашениях о гарантиях безопасности. Да, по его словам, впервые речь идет именно о термине «гарантия безопасности». Это откровение, друзья. То есть они все ходили, рядили, выступали, но впервые с американцами, с россиянами термин определили гарантии безопасности и с европейцами. Причем из уст официальных лиц Москвы мы слышали формулировку гарантия безопасности, Киева слышали, даже американцы что-то такое говорили, Витков говорил, это точно я помню, и Рубио комментировал в каком ключе, что будут гарантии, но после остановки войны. А потом это даже измученный Давосом несколько дней назад Зеленский повторил, и все таки в смысле? Так вот сейчас мы имеем, что Европа, получается, впервые термин утвердила гарантия безопасности. Но и принципиальный момент, говорит Сибига, присутствие иностранных войск. Некоторые иностранные партнеры, а именно стран Европы, подтверждают свой контингент, но это может произойти только при условии американского, у них сейчас такие какие-то мода такая, американского бэкстопа, прикрытие. Крыша американская, для некоторых стран не могут завести контингенты какие-то свои, но он говорит, что это обязательно кто-то будет из этих европейских партнеров, не только нейтральные страны. Сибига сегодня в ударе. То есть ровно то, что говорилось, что Америка будет разруливать сама, Европу за борт, в сторону, эти все коалиции всех желающих не помогут, так это и выглядит. Причем
стало понятно, откуда вот эти все формулировки, что американцы, ну, там, посадят, помните, до Абу-Даби, вот этой прошлой двухдневной встречи, что два разных кабинета, американцы будут между ними ходить. Немножко не так, это вылилось в два разных документа. То есть Америка подпишет с россиянами, Америка подпишет с Украиной. И вот теперь понятно, вот теперь ясно. Россияне подпишут на своих условиях, Украина торгуется за свои, но американцы не могут, чтобы это все пошло вразрез. И Сибига выходит и браво нам рапортует, что Зеленский готов встретиться с Путиным, представляете? Готов, чтобы обсудить два вопроса. Территории и ЗАЭС. Ну, ЗАЭС это дело такое. Политико уже писали, я вам говорил в шуме позавчера, что да, там есть варианты, чтобы электричество делить. Внимание, не станцию, не контроль, не территорию, не мощности, а электричество. Вот что россияне выработают на этой станции, вот как бы по-братски туда и отправят. Ну так а что по территориям? Зеленский не уполномочен решать вопросы территории, он об этом сам говорил. Более того, действует запрет на переговоры с Путиным. И там, помните, говорят, нет, ну Зеленского это не касается. Он всем запретил. Получается очень интересная как бы штука. Тупик сейчас будет, и это очень хорошо, что Сибига это признал, между, внимание, Америкой и Украиной. А это чревато. Ну, у Трампа сейчас сложные времена, он, конечно, монстр, он, конечно, силен, но об этом немножко попозже, да, что его на международной арене, собственно, ждет. Ну, чтобы все прекрасно понимали уровень познаний вот этого чиновника, да, по Задорнову американцы тупые, которые Киев Independent, не называя себя, комментируют все происходящее, нужно читать Костя Бондаренко. Он сегодня публикует, собственно, новость. Да? Зеленский назначил Михаила Абрадовича послом Украины в Грузии. И задается вопросом, Константин Петрович, может, я чего-то не знаю? Украина же не признала Михаила Кавилашвили президентом Грузии. Кому Брадович собирается вручать верительную грамоту? Ну, то есть это процедура, элементарная дипломатия. То есть ты, значит, да, посол, тебе президент верительную грамоту вручает. Назначили все, согласовали, агриман, верительная грамота, вперед, давай работай. Послы там менялись как перчатки. Ну а Михаил Кавилашвили, это как, ну не то что пруф, это вот свежая Википедия называется, скрин с Википедии. Кто он? Футболист-политик. Значит, грузинский, пророссийский, бывший футболист, назначен избирательной коллегией Грузии на пост президента Грузии в 2024 году, не признан Европарламентом, США, Украиной и грузинской оппозицией. Все. Так как выходить из этого? Сибиге вот это надо комментировать, Сибиге вот что нужно делать. А он, так сказать, столбит позицию, по которой будет резина тянуться и дальше. Все же вчера видели, что произошло. Да? Зеленский там мощно рассказывает о дронах, награждает Ляшко, дроновода. Запускают эту дискуссию о политическое, не политическое назначение. Да кто его знает, политическое, не политическое, факт остается фактом. Ахиллес, вот этот Федоренко, который пургу всякую несет, сегодня его не будет в шуме, но он очень часто появляется в шуме. Он теперь, знаете кто? Герой Украины. Угу, на секундочку. Вот тоже, да, вот времена. У одних забирают героев Украины, а вот Федоренко дают мужу депутата от «Слуги народа». Ну, это ладно. И он в этом порыве выдает фразу, которая срывает все. Все, что может быть наработано. Говорит, да, 50 тысяч русских в месяц мы должны уничтожать на поле боя. Это наша цель, говорит Зеленский. Причем, смотрите, и вчера с Арестовичем мы говорили, и вообще, в принципе, люди плюс-минус могут адекватно это воспринимать с уст Федорова. Ну, мол, ну что он там понимает, да, тут Федоров. Ему показатели, KPI, всякая вот эта вот ерунда, да, то есть он там живет в своем мире, циферок, типа КПД, там все дела.
И с Арестовичем тоже говорили, 820 тысяч целей поражены, а всего там воюют 700, ну, по Сырскому. То есть, получается, всех убили, а некоторых по нескольку раз. Ну, то есть, вот такие несоответствия, они обычные, просто абстрагировавшись, посмотреть на это. Федорову еще плюс-минус простительны, потому что там же экспертная работа, подсчеты, он там может отгавкаться. Но это магистральная линия. В момент, когда все звонят, премьеры интересуются, Зеленский, что там по переговорам, он говорит, я буду 50 тысяч в месяц убивать россиян. Вот моя цель. Вот так вот вам. Некоторые, конечно, подразумевают, что под этой формулировкой он, конечно, бодрит внутри украинских сторонников войны, партию войны, ничего страшного, вот, наконец-то нормального назначили, сейчас будут убивать русских. Да, он сужает рамку вообще, за что идет война, какие цели в войне мы, как украинский народ, как украинская армия, а украинская армия это в большей степени украинский народ, сейчас всех гребут и тащат в эти бусы, чего мы добиваемся от войны? Гарантий. Но за гарантии не воюют, за гарантии договариваются. Чего мы добиваемся? Выхода там, например, к границам Крыма. Ну, образно, да? Ну, хорошо, ставьте задачу и давайте силы, ресурсы, плюс-минус здраво. Нет. Независимости. Ну да, под сапогом BlackRock відбудова, которая стала, до этого было процветание, все ресурсы, все что, независимости? Окей, суверенитета, независимости. Чего мы добиваемся? То есть мы добиваемся смерти. Мы хотим мясорубку крутить. Вот эту железную. Сейчас все их подоставали и говорят, вот пришло твое время. Ну, раньше как все? Мясорубка, розетка, бросаешь, фарш нормально все. А сейчас же все с электричеством беда, поэтому вспомнили вот эти советские, которые прикручиваешь как тиски к столу и крутишь, крутишь, крутишь. Вот наша задача быстрее крутить. И Федоров в последнее время выходит и говорит, быстрее, быстрее, быстрее. Нам нужно быстрее реагировать. Быстрее реагировать. Что? Что да как? Реагировать быстрее на военные вызовы не получается. Ну, поговорим дальше о чем. Ну, а Макрону вообще есть дело до этого? Что это вообще был за странный звонок? Человеку, который Макрона троллит. У него все хорошо. У него идет драчка с Макроном. Класс! Просто замечательно. Он расслабленный, приходит на шоу, там он все дает, надевает очки, я типа Макрон, ха-ха-ха. Поскублись британцы и французы за Storm Shadow и скальпы. Короче, идентичная ракета практически, просто одну французы выпускают, другую британцы. 90 миллиардов Европа выделила, а Британия же думает, ну сейчас будем штормы свои клепать туда, вот это все в топку, денежки зарабатывать. Какие? Нормальные такие, живые еврики. А французы говорят, не-не-не, ребята, мы хотим свои снарядики, свои скальпы пускать. Британия пошла вон. Ну, в общем, на этом как бы подцапались и, собственно, и ушли, да, как бы пока в тень. Но этот вопрос еще возникнет 100%. Потому что, смотрите, за нехваткой ресурсов, за нехваткой денег, за нехваткой людей, за нехваткой электроэнергии, состояния тыла последует нехватка оружия. Я не верю ни одному эксперту, который говорит, что оружия хватит и предостаточно. Не совсем так. Не совсем так. Мы будем ощущать дефицит вооружений на фронте, на передовой. Почему вот эти дроны, даже вот на вчерашнем этом награждении, где Ляшко и все остальные дроноводы говорят, да, артиллерия это важно, но сейчас дроны. Почему? Потому что один снаряд склепать сколько стоит, выпустить его, обучить, это же правильно, там курс, все. Нет, тут же можно как в компьютерной игре, снаряд поменьше, снарядик. Но есть, конечно, и большие сбросы, и большие дроны, и большой урон, но как бы это уже модернизация. Конечно, хорошо. Тем более же вы видите, как эволюция, как вот этот человек из, в учебниках эволюции, из четвероногого в прямоходящего. Дроны эволюционируют, жуть как. И старлинки к ним цепляют, и все остальное, и ручное управление, то, что ручному управлению не подвергается. В общем, видите, как артиллерия не нужна, как бы не нужна.
Но тут же может все измениться непосредственно на поле боя. Но вернемся к Зеленскому. Его очень так порадовались про зеленские паблики разные. Они нашли фрагмент острой, ну там все такие дискуссии на российском канале НТВ. За это время Запад породил чудовище, которое сам не понимает, что с ним делать. Это чудовище им манипулирует. Это чудовище сидит президиум европейских вот этих заседаний, где Урсула где-то там третий сидит, записывает за Зеленским, который сидит в президиуме. И если Украина так на минуточку представить. А? Вы поняли, почему порадовались все, которые поддерживают Зеленского, информационные как бы каналы? Потому что, как он вертит этой Европой, как он ей вертит. Вот сохраняет после завершения конфликта, сохраняется киевский режим, значит, сохраняется эта армия. Эту армию Европа перевооружает и... Угу. Смотрите, то есть они же как? Они же острое обсуждают. Вот смотрите, сохраняют режим Зеленского. Армия, там же давно нам говорят, 700 тысяч, нет, 800 тысяч, 700, не 200, не 100, 800 тысяч армия должна быть. Сохраняет. Европа перевооружает эту армию. Украину берут в Европейский Союз. Поверьте мне, через 5 лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это делать с полным пониманием того, что эта ее украинская армия при желании пройдет всю Европу, и никакая, ни французская, ни немецкая, никакая армия ее не остановит. Красивая теория, там кричат ему ведущие. Слушайте, теория, конечно, красивая. Украинская армия пройдет всю Европу, прошагает вот прям до Берлина, на Париж, на Париж. Прям пойдет украинская армия, никто ее не остановит, потому что, ах, какая силушка, какая вот прям 800 тысяч, как пойдут, как попрут. Я, конечно, не понял, это там, наверное, должно закончиться тем, что Россия предложит защищать Европу. Хотя в последнее время, вы знаете, я и этому уже не удивлюсь. Я не удивлюсь, если прилетят инопланетяне, я не удивлюсь вообще ничему. Ну, во-первых, почему? Потому что выходит, например, из АДГ Вадефуль, лидер АДГ, и говорит, знаете что, 70 миллиардов, я когда приду к власти, АДГ полностью в Германии, да, 70 миллиардов Украина, репарации, вынь да положь. Чего? Ну так вы подорвали Северные потоки? Подорвали. Мы вам давали деньги на все? Давали. Возвращай-ка, родимые, взад. Все. Назад, назад. Это просто нонсенс слышать с уст европейского политика, да, такого, как там, плохого, не мейнстримного политического объединения, как АДГ, но тем не менее, это уже, об этом уже говорят. Австрийцы говорят, да какая вам Европа, пошли вон. Тут быстро звонит, там созванивается с канцлером Австрии, Зеленский, там что-то обсуждают эту Европу. Он же с ним созванивался и говорит, мы в 27-м, будем в 27-м. Ага, в 27-м. То есть задача, что обрисовывают, да, на российском телевизоре, что будет вот такой Франкенштейн, который слетит с катушек и как бы убьет своего хозяина. Логика в этом есть, но вопрос-то в кровеносной системе, вопрос-то в деньгах. Без денег никто никуда не пойдет, никто ничего вообще не стоит. Абсолютно не стоит. Хотя, давайте так, определенная логика в этом есть. Я вам рассказывал, давосский был шум, да, что прям сказал Зеленский в Давосе, там танкеры останавливают. Сказал, вы даже на не выделили деньги на суд, трибунал против России. Сразу Кая Каллас выскочила, говорит, нате вам 10 миллионов. Сразу, ой, забыли. Просто там ветер, сквозняк гуляет на кладбище. Не на кладбище, во Львове, бог знает когда, несколько месяцев договорились об этом. А сейчас прилетела мысль назад, в одно ухо, в другое ухо влетела, вылетела. Короче, но все-таки есть доля истины в том, что они говорят. Почему? Потому что сегодня 14 европейских стран заявили, что закрывают Балтийское море для теневого флота России. Совместное заявление опубликовали, между прочим,
британское правительство это сделало. Об этом говорил Стармер и Зеленский, а не вот эта вся чухня, которую он рассказывает в обращении. Так вот, страны предупредили, что танкеры, скрывающие свое происхождение, которые там меняют флаги, выключают транспондеры или работают без надлежащих документов, будут считаться судами без государственной принадлежности. Такие суда могут задерживаться без юридических рисков. Заявление подписали, и это важно. Вслушайтесь. Бельгия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, ну и сама Великобритания. Вот сейчас начнется веселуха в Балтийском море, я вам хочу сказать, друзья. Потому что, ну, мы помним, как эстонцы браво пытались тормозить танкера, вылетели 2 сушки или 1 сушка, и как-то все, как бы эта спесь поубавилась. А вот когда 14 решительных стран по борьбе с теневым флотом в Балтийском море как бы начнут закрывать Балтийское море от России. Почему? Потому что, ну, а других судов нет. Санкции же на России, а получается, должно загнуться в судоходство. И тут становится выбор. Или защищать эти свои суда, или признавать их своими и говорить, что, ребята, тут уже не получится, куча флагов, это будут наши. Вот флаг, вот солдат на борту, вот пулемет, если что, будем отстреливаться. Или они их просто, ну, скажем так, поодиночке, ну, как бы заработают, что-то продадут, что-то перепродадут. Короче, поодиночке отстреляют. Это момент истины. Это вот то, ради чего, собственно, песня и писалась. Вот ради чего. И тут становится уже очень и очень горячо в Балтийском море. И вот эти все рассказы о Сувалках и, к слову, это тоже очень важно. Да? Сибига же, кроме прочего, вот этого сегодняшнего конструкта будущих переговоров, он же что еще вычудил? Говорит, в ближайшее время мы по линии МИД назначим Зеленскому некоего спецпредставителя, который будет работать с белорусской оппозицией. Это, я вот второй день уже как бы ломаю голову. Да, какой второй? Еще раньше, да, вот там с прошлого Нового года, ну, получается, позапрошлого, да, 2005, когда встречали, все не поняли, что он с этой Беларусью, что он носится, что ему не так. Это вот прям свежий глоток. Представляете? Ситуация в Балтийском море. Россияне, ну, начинают что-то предпринимать. Белорусы на стреме. Он в Литву ездил тоже не просто так, и по этому поводу тоже. И начинается большая жара. А тут резкие контакты с белорусской оппозицией, представляете? Плюс, ну, прям какие-то шпионские игры возникают. СБУ и ГУР задержали 35-летнюю агентку КГБ Беларуси. Она работала под прикрытием. Она, чтобы все понимали, да, это журналистка. Она ну, прям пыталась влиться в доверие, пыталась, в общем, ужас, что пыталась творить. Задержали прям жестко, прям на пол поварили. Это Ирина, ну, не Ирина, Инна Кардаш была связана с сеткой Медведчука, представляете? Использовала работу в украинском СМИ, чтобы наращивать контакты среди политиков, военных, дипломатов, пробовала устроиться в подразделение ГУР, ее взяли в разработку, дальше СБУ и ГУР вели оперативную игру, скармливали дезинформацию белорусам. Короче, молодцы какие, да? Молодцы. Причем в 21 году она, эта Кардаш, да, вроде как объявилась. Сняли прям целое кино об этой агентке Беларуси. Давайте чуть-чуть посмотрим. Служба безпеки спільно з власною безпекою Головного управління розвідки запобігла проникненню агентки білоруського КДБ до підрозділів Сил оборони України. За результатами багатоетапної спецоперації у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку. Слушайте, а жестко там прям задерживают, прям мама не горюй. Підрозділів Сил оборони України. За результатами багатоетапної спецоперації у Києві затримано глибоко законспіровану шпигунку, яка працювала на КДБ РБ з 2015 року.
За матеріалами справи, у 2020 році її відрядили із Мінська для агентурної роботи в Україні. То есть я даже ошибся. Не в 21-м она здесь как бы была, в 20-м году. В 20-м, представляете? На цей час шпигунка уже перебувала у полі зору СБУ, яка поетапно документувала її розвідактивність. То есть они ее вели с 20-го года. Смотрите, это многое объясняет. С 20-го года СБУ какую-то журналистку или там агентшу Карташ прям вели. Вели она с Беларуси сюда, прям всех вели. Як встановило розслідування, вороже завдання виконувала 35-річна громадянка Республіки Білорусь. Вона діяла під прикриттям журналістської діяльності і певний час працювала власкором 112-го каналу Віктора Медведчука у країнах колишнього СРСР. Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошо информацию. То есть это она общается, это нам показывает, как она общается с куратором. 3000 евро в месяц стоит это, между прочим. Представьте, что вы находитесь в долгосрочной командировке, то ежемесячно, в зависимости от того, что как есть, я предлагаю вам 3 евро для начала. 1000 евро. 3000 евро для начала. Після закриття ресурсів Медведчука КДБ РБ за координацією вищого військово-політичного керівництва Білорусі відрядила агентку в Україну. Через одного человека принимает решение вас вызнать самый первый человек нашей страны. То есть у нас 3 человека, которые будут знать только о вас. И можете книжки даже, если вы видите, как я тут поймете, о чем я говорю. Это не классика, а это именно то бизнес. Ну вот, именно безопасность, которая безопасность, с точки зрения безопасности вашей. Есть опыт и есть и поддержка от первого лица вообще нашей страны, потому что разговаривать. От первого лица есть поддержка страны. То есть, посмотрите, я не хочу ничего сказать, понимаете, тут каждый сам сделает выводы, но вот это как бы реальные документы. Значит, что мы имеем? Вели с 2020 года. Она была где-то за рубежом корреспонденткой, Медведчука работала, это все. То есть там нанизано сейчас очень много вот таких триггерных моментов. Там дальше он рассказывает про телефон ей, что там телефон, надо его там выбросить, разбить. Она говорит, да, мы тебе компенсируем. Случайно просто разбей его, все. Уничтожить? Да, конечно, вот зачем? Ты представь, ты едешь туда и будешь раздумывать, а тем более ты говоришь, что у тебя автоматически ты работаешь под наблюдением, и придется от нового телефона все равно избавиться, разбить, ничего страшного нет. Надо 2-3 раза компенсировать эти деньги, все, представь свой банковский счет, только видео, а там... Я, конечно, не агент, надо спросить у кого-нибудь, кто агенты, кто знает. Прям надо разбить телефон. Прям надо вот уничтожить его. С кем-то, наверное, какие-то разговоры были. Ну, то есть мы делаем, что все серьезно. То есть нам сейчас показывают, что все это как бы серьезно. Надо прям брать... Может, съесть? Знаете, раньше вот это как бумаги были, да, их там шпионы ели. А тут же телефон не съешь вроде как, не прожуешь. Надо разбить его, телефон. То есть избавиться от него, но не просто избавиться, а прям надо уничтожить. Дальше как ты захочешь. Хотите мы об этих вещах поговорим сейчас? У ході інструктажу шпигунка отримала завдання збирати інформацію щодо громадян Республіки Білорусь та Російської Федерації, які сприяють Україні у боротьбі проти держави-агресора. Ага, то есть ей надо было следить за теми хорошими, я так понимаю, русскими и белорусскими. Також агентка отримала завдання від білоруського КДБ встановити неформальні контакти із посадовцями посольства КНР в Україні для збору розвідданих про діяльність китайських дипломатів у нашій державі. Ага, то есть КГБ Беларуси очень нужно было через неформальные каналы, ну это как это, да, это девочка там молоденькая, сейчас ей 35, тогда было чуть меньше, да, с 20-го же года все идет. Она, собственно, там неформальные отношения с китайскими товарищами, так сказать, втиралась в доверие, представляете? Після повернення в Україну агентка спробувала влаштуватися до одного зі штабних підрозділів воєнної розвідки нашої держави, де потрапила у розробку власної безпеки ГУР. Так, стоп. Значит, ее вели с 2020 года СБУшники, а потом она попыталась туда проникнуть, и ее вели внутренняя безопасность разведки.
Еще, давайте так, я не должна знать, потому что мне проходить полиграф, я не должна знать, с кем я разговаривала, хорошо? Хорошо. Просто, ну, ты же понимаешь, будут вопросы. То есть, смотрите, она до этого, она, как говорит, она говорит, я не должна знать, с кем я разговариваю, потому что у меня будет полиграф. Поэтому я не хочу знать, кто ты. Я не хочу этого знать. Это на полиграфе увидят. Ну и полиграф показывает. Это вообще шпионские страсти. Хорошо, да, и мне все равно. И мне просто хорошо тем, что у меня на пальцах вот не выделяется в принципе. У меня отпечатки. На пальцах пот не выделяется в принципе. Представляете, как повезло человеку? А у людей выделяется. И вот ее там пишут, да, что вот у меня не выделяется, тяжело снять, они мои пальцы тяжело просчитают. Тяжело снять, то есть они мои пальцы тяжело просчитают. А сердцебиение, оно у меня слабое. И я себя научила уже, как мне объясняли, как с полиграфом работать, я, в принципе, ну, за год почти. Я рано или поздно понимала, что у меня будет полиграф, и я готовила себя к этому. И ты просто на стрёмные вопросы, ты в голове с ними работаешь, и не то, что убеждаешь себя в обратном, потому что оно не сработает. Завдяки своєчасному викриттю шпигунки, співробітники СБУ та ГУР розпочали із білоруською агенткою довготривалу оперативну гру, яка дозволила не тільки задокументувати кожен її крок, але й через неї регулярно дезінформувати білоруську спецслужбу. Зокрема, сили іноземної спецслужби було перенацілено на копіювання удаваної секретної інформації, яка контрольовано циркулювала довкола шпигунки. Серед іншого, зафіксовано спроби підбору потенційних кандидатів. Ну, короче, обманули. Она не туда сливала, и она вокруг нее эта информация циркулировала. И, в общем-то, кукиш вам, белорусы. Оперативная игра. Для вербування до агентурного апарату КДБ. Ага, ну это вообще ж, это же крамола. Воина света, спецопераций пыталась она завербовать. И фрагменты такие интересные диалога. Ты хочешь мне объяснить человеку с десятилетним опытом стажа службы? Как это работает? Ты хочешь меня чему-то поучиться? Я думаю, что не стоит. Тебе было объяснено, чем и как и что. И тебя никто ни к чему не принуждает. Вообще, не хочешь, не надо. Это не КГБ, это выше гораздо. Поняли? Это не КГБ, это гораздо выше. Может, и китайцы там вербанули, когда она вербовала китайцев? Никто больше меня в этой жизни не тронет. Лично для меня это пиздец хорошо. Тебя никто не тронет. Это просто под гарантией всевозможные, в том числе мои личные и так далее. Тебя никто не тронет. Если ты... Это так работает. Это так работает. Так не работает. Ты со своим 10-летним стажем должна была это уже понять. Ну, то есть, вот такая вот агентка, говорит, я вообще бессмертная, я Джеймс Бонд, у меня 10-летний стаж работы в спецслужб. Короче, доказательства, все. Представляете, какую злостную агентку Беларуси вскрыли. Инну Карташ. В общем, по Беларуси начинается жара. И это только начинается. Кажется, что Лукашенко же поотпускал там многих. Вот и Зеленский хочет поотпускать. Вполне вероятно, что она действительно какая-то агентка. Я не берусь оценивать. Безоценочно. Мы как бы с вами смотрим и следим за тем, что нам дают. Просто пытаемся разобраться. В 2020 году начали вести СБУшники. Потом она сунулась в ГУР, захотелось пробраться. Да, она, наверное, вот этому военному объясняла, когда уже думала, что пробралась. Она же обманула полиграф. А подождите, а как она обманула полиграф? Она была в ГУР или не была в ГУР? Но это же не важно. Важно, смотрите, с кем-то она разговаривает по телефону. Говорит, я не хочу знать, кто ты, потому что у меня полиграф. И говорят, телефон надо распить. Ну, в общем, такая очень интересная как бы история. На фоне чего? На фоне того, что, я просто напомню, каминг-аут Протасевича, это вообще выглядит просто как бы филигранной работой. Последим за этой историей и за ее судьбой. Просто надо запомнить. Да? Понятно, что ее сейчас там засудят. Вряд ли ее будут дальше показывать, как, впрочем, и дальше вообще мало кто кого показывает. Засудят, посадят, долгое СИЗО, может даже срок какой-то влепят. И потом, что с ней будет дальше? То есть мы готовимся к какому-то серьезному обострению на уровне спецслужб, возможно, военном уровне, между вот этим Люблинским треугольником и, собственно, Минском
Минск, Москва, да, вот этим параллелепипедом, если так можно выразиться, ну или так прямой линией. В общем, что-то назревает, и Зеленский не просто так пошел в наступление. Я слышал вот эти версии, что наступление на Беларусь имеется в виду политическое. Я слышал версии о том, что это Ермак, мол, ушел, и ну, Ермаку неинтересно в эту всю эти бирюльки играть. Это вот типа будановская тема. Смотрите, полк Калиновского, РДКшники, это вот эти вот все перевербованные, завербованные, отвербованные, засланные, вот это вот все, это вот их история. И поэтому как бы Буданов подходит на эту тему, и сейчас эта линия какая-то такая новая. Ермак тогда ее отметал и говорил, что, ребята, не будите, не надо. И так как бы Лукашенко, если он вовлечется в войну против Украины, полноценно, не так, как сейчас ему говорят, сидят операторы дронов, что-то там корректируют, что там антенны на пятиэтажках, помните? А вот если вот вовлечется в войну, даже ценой там своей приграничной территории или каких-то ударов, обстрелов, но все равно будет очень болезненно, очень болезненно. То есть ПВО там никакое уже не поможет, это будет исключительно такая очень тяжелая история, если Беларусь включится в войну, ну, понятно, на стороне Российской Федерации. Корейцев еле пережили, и то, как пережили, не пережили, ну, в том плане, что корейцы помогли в Курской области, но это бог весть откуда, по-разному относятся, одни говорят такие командосы, другие говорят, да не, они просто учились, а то как бы белорусы, которые ждут, получается, своего времени, вот этой точки включения, и похоже, мы к ней приближаемся, или кто-то ее провоцирует, для того, чтобы условно Трамп сегодня вышел и сказал, мы идем к миру, и вот в самый момент X, да, это все рассыпется. Вот эти все договоренности, потому что сработает какая-то, ну, там, не знаю, или шатун в Беларуси, или какие-то, не вот эти, это, конечно, такое, это не уровень, это детский сад, журналистка, там, что-то это, какие-то китайские военные послы, а вот что-то серьезный какой-то скандал, да, шпионский сработает, или какие-то очень агрессивные действия вот этих 14 стран, которые подписали перекрыть Балтийское море. И тут тогда будет ой, как сложно. Вообще, конечно, сказать, что Зеленский обрел новую жизнь, ничего не сказать. Ну, во-первых, у него день рождения был недавно. И сегодня показали опрос, который просто сделали люди. Ну, нет, я, конечно, могу сказать, что искусственный интеллект, не верьте ничему. Непроплаченный опрос о Зеленском просочился в сеть. Ну, просто люди встречают других людей и спрашивают один простой вопрос. Там день рождения, що б ви йому пожелали, що б подарили? 25 січня у президента України день народження. І давайте дізнаємось у киян, як би вони привітали та що б подарували Зеленському. Ну, точно, девочка с искусственного интеллекта. Ну, разве есть такие вообще какие-то студентки или там украинки? Нет, это все сгенерированное, не верьте. И снежок какой-то неправдоподобный, и видите, у нее 3 ноздри. Костюм виїзний. Приватну ділянку на крематорії. Да ладно, человек в военной форме в столице подарил бы президенту собственную частный участок на крематории? Да ну, не может такого быть. Причому, якщо можна, то заживо. Може трошки Заживо. Ёлки-палки. Это ж надо такое сказать? Ну ладно, девочки, давайте хоть спасайте ситуацию. клепки якоїсь адекватної. Клепки! Адекватная, а то пуля в голове. Закінчити свою каденцію. Можливо б і чого. Ну, за що наразі? Дівчинку, пі-пі-пі. Одне привітання. Пи-пи-пи. В туалет, наверное, женщина хотела идти. И вот пи-пи-пикает. Ну, сейчас пацаны разрулят. Давайте. Да ты успокойся, не бойся, помните? Сейчас они ответят. Что Зеленскому подарил бы? Таблетки від голови. Помада. Трошечки емпатії до людей. Йому я бачу тепло. От, а ми замерзаємо всі. І він воював би і воював. Трошечки емпатії, трошечки бути людиною. Да ладно, женщина. Эмпатии? Он же сам воплощение эмпатичности. Щось не хочу нічого хорошого йому цей. Ото ті всі, що зараз, ото мідічі і все, а він же з ними зв'язаний, так не хочу нічого хорошого. Важко слова підібрати, щоб я йому побажав. Гарного нічого. Таку зробив би презентацію з його
обіцянок передвиборчих і так далі. Тобто там посадити чи прибрати. Пару-трійку обігрівачів, екофлоу, ну коротше, чимось треба грітися. Я би йому подарував Макіавелі «Государь», Гоббса «Левіафан», ну і Жан-Жака Руссо. Кто это? Кто этот был парень? Кто этот человек? Точно подписчик, точно шум смотрит. Квітки. Конфети, вечірники. А щоб він поїхав де-небудь в квартирі танцював, а не був президентом. Я бы ему побажал, чтобы его скорее выгнали. Какие добрые украинцы. Ну подождите, 65, 67, 80%, они же, ну как бы, они же за Зеленского. Да, скажут, это вот вырезали специально для хайпа, вот эта вот молоденькая девочка ходила, выбирала таких обиженных жизнью, военного еще какого-то заживо, говорит, крематорий, участок. Вот эти все вещи, да, ну, люди это говорят. Нет, это специально подстроено, это враги делают. Враги. Так и люди это говорили, это все ИПСО, все искусственный интеллект. Поддержка у Зеленского, ого-го. Но что они говорят? Эмпатии к людям. Эмпатии, хватит уже, навоевались, сколько можно, давай завязывать, давай что-то делать, думать о завтрашнем дне. И сразу, как вот синхронно, я не говорю, что это этот материал, ну, конкретно этот материал, как бы, да, сподвиг на это, нет. Выходят как бы такие адженды о том, что референдум провести невозможно. Нельзя. Потому что, во-первых, вопросы не такие. Во-вторых, зачем к этому народу, вот к этому, который ему такого нажелал на день рождения, обращаться? Разумков, оппозиционер, разумный оппозиционер, выходит и комментирует тему референдума. Коли ми говоримо з вами про референдум, ну, під час війни його організувати взагалі неможливо. Але якщо ми говоримо по-дорослому, то в нас з вами близько там 10-11 мільйонів людей за кордоном. Близько 1,5 мільйони воює. Ну, добре, хай 500 тисяч в зоні бойових дій, які не зможуть прийняти нормальну участь у виборах. Велика кількість людей, яка сидить по домівках і нікуди не ходить для того, щоб не бути мобілізованим. Багато хто з переселенців так само знаходиться в підвішеному форматі і на цей референдум або вибори не піде. Велика кількість людей знаходиться на окупованих територіях, але з паспортом України, які фактично є людьми, які мають право голосувати. Це нам може з вами не подобатись, але з точки зору закону це саме так. Є велика кількість людей, які живуть на теренах Росії. Как мне нравится это, на теренах. В России живут много людей, в России, да. И они тоже как бы должны, это что же наши граждане, украинцы, должны тоже на референдуме сказать свое слово. І яких можна буде використати ворогам для того, щоб... Ну если они живут в России, их обязательно враг должен использовать. То есть, смотрите, если ты вот это вот желаешь Зеленскому того, чего люди вот пожелали в этом опросе, то это тебя враг использует. Это вообще, может, там все агенты Беларуси. Откуда мы знаем? Ну, надо срочно всех в разработку. А некоторые уже в разработке с 2020 года. Он, дед, говорит плохие вещи про Зеленского, чтобы он ушел побыстрее. А его уже ведет СБУ лет 10. Повпливати на результати цього референдуму. Так от, якщо ми виходимо з того, що референдум, я думаю, що далеко не всі це знають, що референдум є... Это надо обязательно сказать с придыханием. Вот так вот. Это устал уже объяснять. Уже язык стер, уже зубы, уже вот это все, эмаль от этих звуковых волн, которые он повторяет. Ну, референдум. Є дійсним, якщо на нього прийшло 50% виборців, то є велика вирогідність, що якщо проведуть референдум в тих умовах, які є сьогодні, 50% не прийде проголосувати. Якщо вони не прийдуть, то це буде означати провал цього референдуму. Провал цього референдуму дає можливість частині еліти Сполучених Штатів Америки, частині країн Європи, сателітам Росії в Європі сказати: дивіться, Україна сама не хоче миру, тому давайте далі їй не допомагати. Про це ніхто не думає. Смотрите, Разумков был очень грамотным политтехнологом. Ну, в то там, довоенное время. Потом он стал политиком, зашел, ну, он помог слуге народа и Зеленскому персонально.
Потом он был спикером, ушел, ну как, ушли его, да, поменяли вот на то, что сейчас есть. Бывший второй человек в государстве. Нам он говорит, можно его критиковать, можно вот так цепляться по слову, но в целом он нам подает историю. Это надо выпукло оценивать. Выпукло, давайте выпуклим. Чуть-чуть выпуклим. Он говорит, что бы ни провели, это вызовет вопросы. Потому что не будет 50%. Или, например, 50 придет, а 50 как бы не придет. А он перечислил всех, кто, по идее, должен бы прийти на этот референдум. Поэтому референдум не поможет. Я ставлю знак равенства. Значит, у народа и спрашивать ничего не надо. Ну вы же видите, какие они обездоленные. Вообще ничего не понимают. Как нажелают Зеленскому побыстрее уйти. Надо опираться на другие нарративы, на других украинцев. Опираться на другие сценарии. Вот сценарий Разумкова, что референдум не сработает. А есть другие сценарии. Вот все же задают вопрос, а когда же будет победа в Украине? Мы нашли ответ, когда будет победа Украины. Вот нашли. Нашли. Знаете где? На ток-шоу «Великий Львів». Росія не залишила своїх намірів, і вона не зречеться ніколи декларування, що Одесу треба захопити. Це одна з пріоритетних цілей, що Одеса, на їхню думку, нібито є та руський город. І також, звичайно, в них завдання відрізати Одесу від Чорного моря і Україну всю. Смотрите, ну так смотришь на человека, прям веришь ему. Ну вот прям, вы верите? Я верю. Прям так вот думаешь, ток-шоу «Великий Львів» включают умного мужчину. Он так прям рассказывает, прям смотрит, в душу заглядывает тебе. Говорит, Россия хочет отрезать от моря, захватить Одессу. Не, ну да. Чорного моря. І от вчора в Одесі брали інтерв'ю з українським патріотичним бізнесменом, меценатом, волонтером Юрієм Дегасом. Значит, бизнесменам интервью брали в Одессе, представляете? И что же он там такого, бизнесмен, меценат и патриот Украины в Одессе сказал? І Юрій Дегас розповідав економічну ситуацію, решту ситуації, він сказав дуже класну річ. Він сказав, що в Одесі залишається ще дуже багато ждунів. Да ладно, ждуны в Одессе? Серьезно? А что ждут? І ждунів руського міра. І дуже багато тих людей. А, разные ждуны. Ты ждун русского мира, ты просто ждун. А ты ждешь, наверное, Румынию Мара. А ты кто? А ты вообще родственник Санду, гражданки Румынии. Болгары еще. Болгары, страшные люди. Кристаллина с рычанием льва не даст... Короче, ждуны. Много ждунов, говорит бизнесмен из Одессы. Яким, на жаль, в Одесі? На жаль, це правда, треба говорити. Я не буду говорити відсотковому. Смотрите, он не будет говорить в процентах, потому что он не знает, никто не знает этих процентов. Все же задумались, а что это за специалист такой? Это журналист, информационный продюсер издания The Guardian. Ну, я так понимаю, украинская реплика, вот эта вся. Информационный продюсер издания The Guardian, на секундочку. Вот смотрите, журналист, информационный продюсер Guardian. А дальше автор и ведущий проекту «Остановилася». Называется так проект. «Останови лося». Константин Андреюк. Вот глянешь на него, я не лось, и то остановлюсь, а лось-то и подавно. То есть пугало для лосей нам рассказывает. Опять-таки, он, видите, не от себя... Ну, это же прохаванные люди. Он от себя не может сказать. Он говорит от какого-то бизнесмена, мецената, патриота. Говорит, много ждунов? Много ждунов. Ну, давай, не останавливайся. Точнее, лося останавливай, сам не останавливайся, Андріюк. Юрій Дегас назвав, я не хочу, щоб не демотивувати, ну хай там, скажімо так, це не так, щоб супер багато, але є цей відсоток. І Юрій Дегас назвав цей відсоток, що велика частина, ще велика частина людей в Одесі, яким байдуже яка різниця. От реально, на жаль, тобто Росія прийде, Україна залишиться, нам байдуже, дайте шматок хліба і видовищ, дайте Фелікса Редьки, стендапи і так. Смотрите, Феликс Редька, а я его приводил и показывал, и скрины, он там стендапер, юморист, короче, вообще не пророссийский, ну, от слова совсем. Они там ездят с концертами, собирают, донатят, юмористы украинские. Украинский юмор, это, конечно, такая очень история, особенно украинский стендап, это надо...
ну, нервы нужны, чтобы это смотреть. Но в любом случае, как бы российского же стендапа нет, да, есть как бы российский в эмиграции стендап, но тоже как-то не патриотично. Отбревают же этих россиян, хороших русских, там, которые войну не поддержали. Сейчас вроде как тоже может что поменяться. В ПАСЕ там пригласили, там, Безуглая, Гончаренко, они там, в общем, выступают. Мезенцева сегодня, «Слуга народа», вышла, сказала: мы не будем пить чай с этими там Каспаровыми. Причем Навальную как бы бортанули, вот это ФБК, а все экс-ФБК, всякие там Каспаровы, вот это вот, эта когорта там присутствует. Типа хорошие русские опять в Европе как бы вернулись. Фейгин там же, да, Фейгин там, хорошие русские, он там, они работают над, ну, короче, демократичная Россия, вот это демократичная вы наша, и наша там в этом ПАСЕ. Вот Феликс Редька, это вот как на безрыбье и рак, ну, смешной парень с стилем, ну, там, очкарика, как бы шутит, смешно, иногда не смешно, иногда в тему. И вот он начал обшучивать вот эту трагическую ситуацию. То говорит, что не переживайте за коммуналку, меньше придут счета, то еще что-то. Они, вот этот Феликс Редька, он же как говорит: ребята, Булгаков ни при чем, разберитесь с собой, что вы делаете. Он начал как бы транслировать правильные такие, ну как правильные, здравые мысли, здравые. А этих в Великом Львове это кость в горле. Нельзя, чтобы какой-нибудь, тем более молодой хлопец, комик, их же как бы соплеменник, тоже оттуда же, с Западной Украины. По-моему, он с Западной Украины, я сейчас не хочу проверять. Короче, в Великом Львове Феликс Редька имя нарицательное, потому что он последние там пару месяцев или полгода говорит нормальные, адекватные вещи про війну. Далі і так далі. І завершив це Юрій Дегас дуже правильною річчю під словами, під якими я готовий підписатися. То есть, смотрите, это все, это не он говорит, этот зупини лося, не он, это бізнесмен-меценат Юрій Дегас. Це провалена, постійно провалює наша держава, кожен наш уряд інформаційну боротьбу з ворогом. Нас її постійно провалюють. І навіть зараз ми програємо, на жаль, цю війну російському окупанту. І ніколи не потрібно на це забивати, грубо кажучи. Потрібно вкладатися в цю інформаційну боротьбу. Для цього не потрібні дуже великі кошти. І от, на жаль, я от вже закінчу це коло, як я сказав про Одесу, і от, на жаль, на таких людей, на жаль, і грає Фелікс Редька. Тому що він десь так розуміє, якась частина, хтось їм пише, хтось йому піддакує і так далі, і так далі. І от він на таких людей, які, наприклад, зокрема в Одесі, яким байдуже, які кажуть, бил Булгаков, да пусть же он і буде, ми на ньому росли, і він на них грає і, на жаль, їх підживлює. Тому його діяльність, на жаль, вона шкідлива, і таку діяльність свідомі українці викорінюють. Я їх підтримую, і я завжди буду казати кожній нашій владі: не програвайте інформаційну боротьбу, не забивайте. Росія вкладає в це мільярди доларів по всьому світу. І це для Росії, на жаль, працює. Для України це не потрібні такі велетенські гроші. Короче, Феликс Редька агент Кремля. Смотрите. Феликс Редька агент Кремля. Ну, загуглите, кто это, напишите. Вы понимаете, о ком речь? То есть, украинский хлопец, молодой комик, да, который там патриотичен. Ну, короче, он агент Кремля. Почему? Потому что на него клюют вот эти ждуны из Одессы. Я очень рад, что я могу остановить лося, понимаете, вот этого, безрогого, понимаете, потому что это какой же он... Ну, в этом Великом Львове этот Андреюк, этот автор и ведущий проекта «Останови лося», это позор, ребята. То есть одесситы готовы слышать украинскоязычного, молодого, абсолютно не связанного никак с Россией, юмориста, который не претендует на великие, ну, вы поняли, вершины всего на свете. И это плохо, это прям это агент Кремля, Феликс Редька. Так що з Одесою делать будемо? Можна там в бюджетах України, там, я не знаю, бійтись сотнями тисяч доларів, але це можна робити. І бити росіянам по зубах, щоб такі і Фелікси, і Редьки не вилазили із такими заявами. Щоб українець пишався, що він, українець, пишався своєю мовою, культурою і своїми історичними героями. І от коли в Одесі всі скажуть, 9% скажуть, Степан Бандера, це видатна українська постать, який любив Україну і його рух, вони не вбивали українців,
А це робили перевдягнені НКВСники. От коли в Одесі так скажуть, так, тоді ми скажемо, ми виграємо і виграємо інформаційну війну в Україні. Вот так вот. Вот вам простой рецепт перемоги. Когда в Одессе скажут, что Бандера герой, убивали и зверствовали это переодетые НКВДшники, а вообще он любил Украину, вообще там батька наш Бандера, когда заспевая 90% одесситов, вот тогда мы победим информационную войну. Поняли? Но Феликс Редька Кремля, агент, это меня, конечно, порадовал. Тут все агенты Кремля. Если не Кремля, если там помельче по популярности, значит Беларуси агент. Или еще какой-то там, или еще какой-то агент Фицо, или агент Орбана скоро. Вы понимаете, что этот вот террариум вот этих сведомитов, они сжирают друг друга сами. У них просто, они вот прям... Вместо того, чтобы помогать друг другу, вместо того, чтобы сказать, о, Феликс Редька, классный, там, украинскоязычный смешной парень, да, он типа блогер, он касается политики только в плане своего юмора какого-то, да, или и то, там, это же не какой-то там 95-й квартал, это вот как, и его слушают в Одессе, так надо порадоваться. Нет, его надо затоптать, потому что ты должен любить Бандеру. А Булгакова правильно запретили. Ой, но это ж не он говорит про одессит. Вы же заметили? К нему ж там не пришьешь ничего, это все бизнесмены. По поводу бизнесменов. Ну, это, конечно, потрясающе. Значит, рейтинг украинских бизнесменов сегодня опубликовали. Топ-10 вошли. Ренат Ахметов 565 миллиардов заработал за 2025 год. Антонов, это сеть заправок ОККО, 151 миллиард. Косюк, птицефабрика Винницкая, 110. Ари Вебер, продажа сигарет, 88. Костельман, Сельпо, Фора, вот эти все вещи, 80. Андрей Веревский, Кернел, ну, в общем, масло, там, зерновые культуры, 72. Фармация, аптеки, 70 миллиардов. Андрей Губский, Алексей Порошенко нарисовался, 65 миллиардов. Ну, как бы все нормально. Деньги есть кому заработать, есть кому учить родину любить. Но в тот момент, когда это все происходит, начинается абсолютно новый этап войны, воздушной войны. Сегодня украинская сторона опубликовала вот такую карту. Это не совсем привычная карта. Обычно такие карты от радара публикуют, когда дроны обычные летят, да, и бьют, собственно. А это вот эти БМ-31, короче, вот эти дроны со старлинками. Сегодня к вечеру Федоров говорит, да, у россиян есть дроны со старлинками, они летают и смотрят. Ходят и смотрят. Вот это вот сегодня они так пролетели. Причем летают, и никто их не сбивает. Удивительно, ни рэбом не давят, ни ПВО не работает, потому что они же стрессовывают ПВО. Ух, не надо сбивать, пускай летают, а мы спрячемся. То есть вообще какая-то странная логика. Ударный вариант, безударный вариант. Это вот дроны-разведчики. Они смотрят конкретно на местности, вычисляют те или иные объекты, а потом по этим объектам летит. Сбить их не представляется возможности, так как где дроны-перехватчики, кто-то спросит. Как где? Помните, нам обещали пару дней назад? На границе, на подлете. А что ж они вот тут кружат над Львовом, над всеми городами? Непонятно. Причем у Львова сейчас особая ситуация. Значит, сегодня ударили по Бродам. Вот такого масштаба был пожар. Зеленский это называет у себя в видеообращении как газовая какая-то инфраструктура. Похоже, все-таки это был какое-то нефтехранилище. Для того, чтобы понять масштаб, вот так это все выглядит. Это Львовской области МЧСники, ДСНСники, пожарные, в общем, спасатели опубликовали. Ужас, что происходило. Сразу начали вопить и приплетать сюда геополитику. Только этих уже воплей никто не слышит.
Сибига даже ухом не повел. У него, видите, другая была сегодня функция, мы ее осветили выше. Смотрите, Ахтунг, Россия ударила по объекту, который связан с нефтепроводом «Дружба». Работа остановлена из соображений безопасности. Причем сообщается, что был повторный удар. То есть один удар, потом второй удар. Это объект на Бродах, который утром атаковали, потом еще раз атаковали. Он используется для транспортировки российской нефти в Венгрию и Словакию. Представляете как? Представляете, какие негодяи? Россияне венграм и словакам насолили, не нам. Это же вам нефть идет российская. И тут, наверное, у этих патриотов, как вот этот из «Остановилася», возникнет вопрос: так подождите, мы гоним российскую нефть? Да, да, мы гоним российскую нефть и воюем. Тяжело воюем. Очень тяжело воюем. Удары жуткие. Об Одессе нам рассказывал Зеленский, там прошила насквозь дом, и церковь пострадала также. Зворотня ця пішла. Ось він звідти війшов і одразу викинула всі уламки. Він пробиває ось цю будівлю, нашу кришу і там дах першого поверха. Тобто він пробив два рубежі. Він пройшов і все вивалило, ось туди викинуло. Церковь специфическая, Святая Земля называется, ну, скажем так, альтернативная, да, и вот это вот ее вывеска, да, вот видите. Место, где настоящая история только начинается. Святая Земля. Разворотили эту святую землю в Одессе, ну и, конечно, и другие объекты в этом городе. Удары наносятся точечно и жутко. Жутко для местного населения. Причем, если кто скажет, вот, бьют по тылам, а на фронте все хорошо, нет. На фронте тоже есть удары, и очень серьезные. Сегодня, только вчера с Арестовичем мы говорили, причем вторую неделю подряд говорим, Барвенково. Вот атаковали пассажирский поезд. Читай железнодорожные возможности подвоза, транспорта. Барвенково – это Харьковская область. Харьковская область, как вы понимаете, ну, это туда убрали из Донецкой области железнодорожную станцию, ближайшую. И поэтому туда, ну, как вы видите, и полетело. 3 людей погибли в этом жутком обстреле, но примечательно не количество погибших, а место, куда бьют, куда долетают. И место очень опасное, потому что из этой станции Барвенково, это удар был в Барвенковском районе, я так понимаю, на ходу, да? Ну так сообщают. Это означает, что перебивается логистика, причем очень и очень серьезно. И как-то, знаете, немножко уже не так воспринимаешь сегодняшнее, например, объявление Герасимова о том, что Купянск-Узловой россияне взяли. Взяли Купянск-Узловой. В то время, пока все не нарадуются Купянску, о том, что там отдельное очаговое сопротивление, отдельные штурмовые группы там российских войск бьются с украинскими войсками, и, мол, там все, смотрите, в Купянске не все так однозначно, даже Украина побеждает, а тут Купянск-Узловой. Этого сообщения вообще мало кто понял, ну, те, которые живут в сводках. Но сводки-то опаздывают, и удары по логистике, в том числе в Харьковской области Барвенково нам это говорит, и другие события на фронте, они нам тоже говорят, что это очень и очень... Все очень может быстро измениться, и ты вот сидишь и ждешь, а не этот ли этот момент, что вроде ничего-ничего, а потом раз, и нет населенного пункта. К этому все, собственно, и идет, к этому. Вот такие моменты к часу определенному, часу X, да, который может так настать. И уже будет не страшно, потому что состояние людей оставляет желать лучшего.
Ну, между тем, товарищи ученые, так сказать, сообщили, что у нас остается все меньше и меньше времени до судного дня. Ну, это группа ученых, атомщиков, они вот каждый раз публикуют свои отчеты. И вот сегодня они тоже перевернули, так сказать, открыли, да, ширму с этих часов, перевернули эти часы, вот, смотрите, раз, и постояли, подумали и подвинули стрелочку еще ближе. Не дальше, а ближе. И по их меркам 85 секунд остается до часа X. Многие связывают его с Ираном. Нет, некоторые, конечно. Всем советую послушать разговор с Геннадием М. Мы этого плотно касались. Это попытка переворота в Китае, да, Си Цзиньпин, там вообще чуть ли его не ближайший школьный товарищ, там какой-то очень закадыга, а так его подставил, работал на американцев, и там вскрыли заговоры. В общем, ух, как тяжело это все переживается. Но, судя по всему, скорее всего, Иран. Значит, Тед Круз, есть такой республиканский сенатор, сегодня опубликует пост о том, что нужно вооружить протестующих в Иране и сделать это сейчас. Если иранский народ свергнет аятоллу тирана, который регулярно призывает к смерти Америки, это сделает Америку намного безопаснее, пишет этот сенатор-республиканец. На этом фоне в Катаре уже, это сегодня вечером, развернули, китайцы, кстати, сделали этот спутниковый снимок, развернули патриоты, свои пусковые установки. Это база Алюдейт. В частности, 5 пусковых установок, РЛС и вспомогательное оборудование. Авиабаза, помним, в Катаре уже подвергалась атакам со стороны Ирана. Ну, тогда все сбили, это было обострение в этом регионе, 12-дневная война. Так вот, дополнительные системы ракетные, противоракетные, как бы намекают, что США ожидают новых атак со стороны КСИР на эту авиабазу. Ожидать-то они, конечно, могут, но эти сигналы сопровождаются прям репортажами с Ирана. Вот, пожалуйста, иранский репортаж с иранского телевидения. То есть это журналиста ведет ксировец, так сказать, прогуливаясь по подземной базе. Ух, смотрите, как ярко. Подземная база, с которой возможен удар конкретно по американцам, по американским базам, по американским эсминцам. Вот так это у них все выглядит. Он проводит экскурсию, длинные коридоры, подземные тоннели. Везде, вот видите, грузовики, флаги, ракеты, все спрятано. И вот, собственно, кадры учений иранской ракетной программы демонстрирует иранское телевидение. Ну и, собственно, что вещает военный КСИРа? То, что ко всему готовы. Ясное дело. И сегодня, кстати, эти учения наблюдались и не только как под землей, а и в самом Иране. Это вот кадры из Тегерана. Где-то там вдалеке запускали ракету, учились. Поэтому, собственно, РЛС понятно, почему вот так себя так вот демонстрирует. Плюс интересная информация пришла из Турции, потому что в Турции сообщили, что правительство готовится к возможным вариантам последствия войны между США и Ираном, а также рассматривает возможность создания буферной зоны на границе, потому что побегут, собственно, иранцы к границе с Турцией, и там вот как-то пытаются создать эту буферную зону и сдержать наплыв, который может быть очень и очень большим. По поводу Турции, не только войной живут все. Видео встречи Эрдогана и президента Нигерии 73-летнего просто разрывает сети. Значит, упал президент Нигерии, причем лицо Эрдогана было такое недоумевавшее того, что произошло, а как так было.
Ну, в общем, это все загладили, типа, ну, упал и упал. Ну, президент, ну, бывает, ну, старость. Но, видимо, знаете, такое переселение душ существует, хотя вроде как Байден жив. Причем говорят, что нигерийский президент и до этого падал. Ну, все сказали, ну, с кем не бывает, ничего такого не было. Ну, упал и упал. Ну, это как бы с точки зрения вот такого международного флера, да, и то, что сейчас расходится по соцсетям вот в этом, как бы, мире, да, азиатско, турецко, африканском и европейском, потому что мигрантов много. Сигналы достаточно тревожные в отношении Ирана. Нетаньяху ходит с заклеенным телефоном, несмотря на то, что вроде как у него перемога, победа, тело последнего заложника в Газе отдали, но тем не менее он к чему-то готовится. Ну, видимо, чтобы его не прослушивала СБУ или какая-нибудь другая разведка. Примечательно, что сам Нетаньяху выдал, Bloomberg, кстати, об этом сообщает. Сейчас я слышу заявление о том, что мы позволим восстановление Газы до демилитаризации. Этого не произойдет. Я слышу, что мы введем турецких и катарских солдат в Газу. Этого тоже не произойдет. И я слышу, что разрешение создать палестинское государство мы дали. Этого не произошло и не произойдет. В общем, очень и очень суров Нетаньяху. Так, а что Трамп? Да, Трамп посылает как раз-таки мирные сигналы о том, что учимся, договоримся, все нормально. Убаюкивает Трамп. В Иране дали интернет, судя по последним сообщениям. Вот сегодня 27 число, интернета гораздо больше. Возвращается нормальный интернет, глобальный, не вот тот. Ну а что увидели люди, когда вернулся интернет? То был 1 реал $1 миллион, а сейчас $1,5 миллиона. Ну, в общем, в глобальном интернете Иран уже похоронили в плане валюты. Примечательно, что Трамп как-то так поразительно и интересно, ну, и лично для меня, да, как-то вот выглядело вот это сообщение. Он сообщил, что крыша бального зала в Белом доме будет устойчивой к атакам дронов, сообщил в своей соцсети. Говорит, после появления нового бального зала больше не будет вынужден использовать дешевый и небезопасный шатер, который разбивали на лужайке, резиденции и проводили крупные мероприятия. Не будет. Будет нормальная такая крыша, которую дроны не пробивают. Зачем такая дрона-защита у этого бального зала, тем более Трампу? А у него очень серьезные внутренние проблемы. Смотрите, он хорошо отзывается о венесуэльской Родригес, говорит, вот мы хорошо говорим, хорошо взаимодействуем, вот мы уже и там, вот мы уже и здесь. А внутри предчувствие гражданской войны. Человек находится в критическом состоянии после новой, сегодняшней уже очередной стрельбы с участием сотрудника пограничного патруля. На этот раз это произошло в Аризоне. Еще не успели выдохнуть прошлую историю. Вот эти бойцы ICE, ну вот этой миграционной службы, они просто, скажем так, наводят ужас не только внутри Америки, но и за ее пределами. Это местный совет в Ломбардии, Италия. Значит, на зимних Олимпийских играх в Милане, ну, там могут появиться вот сотрудники этой службы, чтобы обеспечивать правопорядок. И итальянцы протестуют. Смотрите, протестуют, выскакивают с акцией. Нет, IC out. Нет, нельзя. Не надо нам этого. Ситуация накалилась до такой степени, что пустили даже в ход в Америке тяжелую артиллерию, Меланию Трамп. Она выходит, говорит, вот, отлично, с миннесотцами, с миннесотским мэром, губернатором, да, провел Трамп хорошую беседу. Люди, объединяйтесь, не надо ссориться, давайте не будем обострять. И всячески пытаются заглаживать, все заглаживать.
прошлое убийство, о котором я рассказывал в прошлом шуме, так уж сложилось, Трамп сразу как бы встал на защиту ICE, но потом пересмотрел свой вердикт, пересмотрел и убрал там одного очень одиозного руководителя этой службы, кстати, такого, на молодого солиста Рамштайна, похожего в той культуре, в той субкультуре, и как-то пытается уже пятиться назад. Поможет ли ему или нет Иран? Вот тут большой вопрос. Хотя, конечно, там зреют очень серьезные дела. Красненькое – это разведывательный дрон Америки. Синенькое – это разведывательный дрон Ирана. То есть просто так сам по себе американский разведчик не будет, так сказать, летать у берегов Ирана. И, в общем, иранцы тоже выполняют разведку, демонстрируют, что они будут отвечать. Катар, кстати, и Саудовская Аравия четко об этом говорят, что ответка обязательно последует от режима аятоллы. Ну и, конечно, внутри пользуются вот такой шаткой ситуацией и по поводу Ирана, и по поводу Гренландии, и по поводу откатов Трампа его конкуренты. Это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он... Я рассказывал вам, что США вышли из Всемирной организации охраны здравоохранения, здравоохранения, остались там должны несколько миллионов долларов, 74, кажется, или 200 с чем-то. А вот этот Ньюсон, губернатор Калифорнии, говорит, а я войду своим штатом во Всемирную организацию здравоохранения. Короче, сепаратист Ньюсон в этом отношении. Он обвинил TikTok, потому что в последнее время американские пользователи этой соцсети видят, что невозможно найти видео с Эпштейном, невозможно найти видео, которое критикует Трампа. Он начал проверку методов модерации платформы. Представляете? На свою губернаторскую проверку. Возможно, они нарушают законодательство штата. Шаг был сделан после заявления TikTok о том, что его китайский владелец заключил сделку, чтобы избежать возможного запрета TikTok в США. И на данный момент пользуются около 200 миллионов американцев этой соцсетью, ТикТоком. И нужно было просто не ругать Трампа, или не высмеивать его, и всячески, вот таким, моментом, в общем, так, не пользоваться излишками демократии. Также волнуется Грэм в Америке. Сенатор небезызвестный заявил, что с большой тревогой следит за ухудшением ситуации в Сирии, а там очень сильно теснят курдов. По его словам, оказалось под угрозой со стороны нового сирийского правительства и ориентированного на Турцию, скажем так, силового блока. Это народность. В своем заявлении в Иксе Грэм говорит, что отказ Вашингтона от поддержки курдов подорвал бы как международную репутацию США, так и национальные интересы в сфере безопасности. Катастрофа горит для репутации. Отказаться от курдов, как вы можете? Он обещает нести на этой неделе законопроект, который предусматривает парализующие санкции против любого правительства или группы, вовлеченных в боевые действия против курдского народа. Но это уже как бы удары по хвостам, потому что, как говорят журналисты, которые освещают ситуацию в Сирии, во-первых, российская база снялась, ушла оттуда, курдского района. Причем говорят, там разные курды, одни курды, вторые курды. Нет, ребята, это все очень серьезно. Завтра вот этот Джулани, Ар-Шарала, короче, демократичный бывший аль-каидовец, игиловец, в общем, нехороший человек, за голову которого тоже давали 20 миллионов или 10, в общем, который сейчас в костюмчике и с бородой, он завтра у Путина. И это все очень и очень не случайно, и выглядит как сделка, о которой не предупредили Грэма конкретно, тоже ж вроде как республиканца. Но пока все смахивает на видео, которое опубликовали в сети в Свердловской области. Есть такой город Ревда, и там запечатлели вот что.
Трамп не торопится, долго чешется. А если что, то как бы отступает. В общем, ситуация геополитическая очень напряженная. И, ну, давайте так. Она, конечно, нас еще очень серьезно и долго будет держать в напряжении. Однозначно. Вернемся в Украину. В Украине свой ужас, который сегодня, например, произошел в Черкасской области. 4 полицейских расстрелял бывший военный. Бывшему военному 59 лет. 59. Он служил в ВСУ. Один из депутатов Корсунь-Шевченковского райсовета как бы заявил, что, ну, в общем, как бы одни паблики пишут, попросил разобраться, другие подал заявление в полицию. Короче, он, этот военный бывший, 59-летний, на местного депутата якобы покушался. Ну, его отправились задерживать полицейские. Значит, прибывших на задержание он увидел, взял бронежилет, автомат, ушел в лес и там устроил для них засаду. Открыл огонь по правоохранителям, 4 убил, 1 ранил, самого этого бывшего военного 59-летнего деда ликвидировали. Было, не было, что это было и какая подоплека, пока неизвестно. Может быть, потом позже что-то напишет местная пресса, особенно интересная по поводу Старожук, его фамилия этого депутата. Чуть-то его вдруг покушался на его жизнь 59-летний военный, с каких делов, о чем вообще идет речь. Может быть, узнаем подробности, но то, что страна слетает с катушек, это правда. ТЦКшники уже даже на ногах не могут устоять. Одесса. Пхнут в бус. Ну, в общем, звезда упала. Загадываем желание. Причем те, которые в бус попали, да, они рассказывают очень интересные истории. Вот, говорит, началась подготовка. Привезли в лес до обеда. Пока всех пропустили через палатку с уточнением данных, вечер. Ни обеда, ни ужина, целый день на улице. Все замерзли. Поселили в холодную палатку. Лед на стенках, буржуйка дымит. Засыпал с мыслью, что не могу проснуться. Рано подъем, завтрак, все очень задубевшее. Потом поименно формирование рот и взводов. Часами стояли на морозе. Снова вымерзли. Наконец-то завезли в блиндаж. Тепло, условия в блиндаже лучше, чем в палатке. Ну, ему отвечает другой, говорит, первая ночь, сразу один СЗЧ, утро, построение, идем в класс, знакомиться, каждый встает, коротко рассказывает о себе, как сюда попал, и тут я опять выпал в осадок. Есть хлопцы, которых сдали в ТЦК собственные жены. Есть многодетные, на отстрочку в ТЦК просто не обратили внимания. Есть гражданин другой страны, его тоже мобилизовали. Есть один с явными признаками деменции, говорит, что слышит голоса. На него оформили одежду, за ним, ну, он там матюкается, короче, за ним, ну, в общем, следили, досматривали его. Но он здесь, он принял присягу, ему дали оружие, нет слов. Такие впечатления от жизни после Бусика. Поэтому-то люди, ну, кого поймали, того и привели. А люди всячески пытаются спрятать ТЦКшников. Вот сердобольная женщина спрятала в магазине одного. Всім добрий день. Заховала хлопця в магазині. Ось вони, красавці, всі стоять. Попросили, щоб я його віддала. Я зачинила магазин, їх не пустила. Вони стоять, воно ждуть. Одного відбили. Слава Богу. Стоять, ждуть. Привіт, помахайте. Помахайте, привіт. Ублюдки. Людолови. Нормальное отношение. Обычная продавщица обычного магазина придорожного. Двері зробиш, потім чув. Як ти? Скажи всім привіт. Всем привет. Спасибо большое. Будемо ждати, не будемо відкриватися, поки не уїдуть ублюдки.
То есть женщина закрыла магазин, пока не уедут эти нехорошие люди. Но нехорошие люди тоже люди. Их же тоже кто-то должен защитить. Нашелся такой отец Ясенец от УПЦ. Ребята, это звездец. Я відверто кажу, що їм потрібно видати стволи, їм потрібно видати шокери. Это он про ТЦКшников. Не про тех, кого прячут женщины по магазинам. Про ТЦКшников. Им надо выдать стволы. Но это не стволы деревьев. Это пушки. Это прям огнестрел. Им шокеры нужно выдать. Чего не ходят, как с этими баллончиками? Тому що те, що зараз нападають на представників ТЦК, їх ранять. От на днях одного взагалі вбили в Одесі, здається, царство йому небесне. Да, конечно. Нормальные такие. Сердобольные. Но это правильная церковь. А неправильная сегодня сообщили, что была разграблена. В ночь на 25 числа скит Святогорской лавры в Богородичном ограбили. Сторож обнаружил взломанные ворота, вскрытые двери, на земле следы колес грузовика. В общем, со звонницы исчезли 8 из 10 колоколов. У центрального самого большого колокола весом 1,3 тонны оторвали язык. Второй по величине 600 килограмм бросили рядом. Вынесли подсвечники, из алтаря украли Евангелие, лампады. И, как говорится, прилагают вот такие фотографии. Видим алтарь, видим разграбленное. Я не знаю, понимаете, то есть это мы дошли до того, что, если уже вот колокола воруют, куда они их денут? На металл. Просто дожили. Евангелие, вот, пожалуйста. Понятно, что тумбочка для пожертвований – это святое. Как это не украсть тумбочку для пожертвований? Я понимаю, что там война близко, понятно, Богородичная. Но как бы не воровать же в церкви. Хотя чего уж тут сказать. Черниговская область, город Батурин. Там целый монастырь выгнали. Вот, пришли пломбировать наш корпус, уже опломбировали черный ход. Сейчас я покажу пломбочку. У нас в корпусе, кстати, еще и печки топятся, я им об этом сказала, они все равно Монастырь женский. не обращают внимания. Наш корпус не пускают, это черный ход. Его опломбировали. Сейчас я покажу с другой стороны. Их не волнует то, что мы тут прописаны, никого. Они прописаны там. Там монахини, те, которые прислуживают. Никого не интересуют. Жилой корпус монастыря. Просто все, проваливайте. Было ваше, стало наше. Пломбировать вот храм. Полиция куча. Вот. Смотрите, сколько мужиков, полицейских, сколько всех вот всех. Они не на фронте, они пломбируют храм. То, что мы здесь прописаны уже более 20 лет, никого не интересует. Законы они тоже, наверное, не исполняют. Потому как корпус опломбировали, нас туда не пускают. Да мы не заходим. Мы хотим снять эту пломбу. Вот прям показываю, даже печка у нас там топится, кушать у нас нечего. Но это их никого не волнует. Ладно. Печка топится у них. Печка. Вы понимаете? Выгнали. Пошли вон. Все. Монастырь выгнать. Скит, церковь ограбить. Прям дожились. А потом, знаете, я встречаю, кстати, это такие люди уже более старшего поколения, они вот так вот думают, что как-то странно все. А что такая погода? Что вот происходит? Может, какое-то климатическое оружие уже придумали? Нет, правда, если вот такие морозы в городах, обычно в городах нет морозов, таких крепких, да?
Обычно как? В городе холодно, мороз, а в поле там или где-то еще вообще просто ужас. А тут как-то наоборот оно. Плюс еще как-то вот... Ну, дело не в том, что они там климатическое оружие, просто рассуждают. А как так может быть? Какие-то все равно странные в этом году морозы. Во-первых, давно таких не было. Во-вторых, подолгу. Ну, было там, ну хорошо, ну там несколько дней, ну неделю, да. Ну а так вот сейчас вот у нас немножко потепление в Украине, а потом опять влупят минус 20. Какая-то странная история. Как вроде как наказывают за что-то. Так а что, не за что наказывать? Киев. Нивки, Академгородок. Вот, пожалуйста. Ну, машины вмерзли. Видимо, на низине стояла, и вот это вот все замерзло. Пожалуйста. На низине, а там вода. Откуда вода, спросите? Ну как откуда? От лопнувших труб. Как откуда? От катастрофи гуманітарної в Києві і легче не стане. Стосовно відновлення планових графіків електроенергії, як зауважив віце-прем'єр-міністр, ми найближчим часом до них повернемось, тільки вони будуть досить жорсткими. Это спикер Киевской горадминистрации государственной говорит, что вернемся, конечно, мы к графикам, потому что сейчас графики как бы не работают. Да? Сейчас ужас происходит на Троещине, ужас в плане того, что не могут подключить. Зеленский проводит селекторы со всеми на свете. Ну, селектор, понимаете, не подключишь. 300 тысяч человек Троещины, спального района Киева, на левом берегу, но рапортуют, что осталось там 900 с чем-то домов, а вчера было 1300, ну, может, уже меньше. Ми чекаємо цього з дня на день. Це все залежить від титанічної праці наших енергетиків. Вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста. Проте, як ви бачите, погодні умови взагалі не сприяють цій роботі, тому поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми говорити не можемо, тим більше ворог може знову атакувати системи життєзабезпечення киян, і від цього буде залежати також збільшення обсягу роботи для всіх залучених бригад, місцевих бригад, комунальників, а також енергетиків. То есть, смотрите, понятно, что у нее работа такая, да, ей надо чего-то говорить от имени, спикер, речник, спикер. Но, по сути, она же сказала истинную причину. К нам говорят, когда вы восстановите? Зеленский говорит, вы плохо сбиваете шахеды, вы плохо восстанавливаете, давайте еще, давайте. Тимошенко публикует, а давайте в соцсетях найдем котел, а давайте там еще кто-то чего-то, а давайте поможем, а давайте вот здесь. Она же четкую причину сказала. Атаки продолжаются. Да разведка продолжается. Удары будут еще. Мы не понимаем, восстановим мы или не восстановим. Скандал сегодняшнего дня жуткий. Троещина, палаточный городок для обогрева. Помните, говорили, нет, там никто не будет спать. Ничего, нормально, постелили на раскладушках, это все видно в этих палатках. Потому что кричали, почему никто не будет спать? Чтоб не паниковали. А получается, есть по какому поводу паниковать. Так вот, зам главы, или нет, глава он, не зам, извините, понизил. Бывший продюсер Comedy Club, юморист, комик из цеха Зеленского, бизнесмен Бахматов заявил, что замерзнет после прилета по ТЭЦ, замерзнет канализация, будут рыть уличные туалеты. Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов говорит, будем рыть ямы. Мы еще летом смотрели на такую перспективу. Вы знаете, какова ситуация с резервным питанием поднасосных групп водопровода и бортничей? Что делать в короткие сроки, когда ситуация критическая? Роется яма, накрывается сверху дырка, и все. Будем делать туалеты, как в селе, говорит Бахматов. На фоне вот этой новости о том, что развернули палаточные городки, что если кому не вмоготу ночевать у себя дома, можно спуститься там в палатке теплее. Туалеты в земле. Бахматову еще летом, то есть что он говорит? Это же война вот этих ставленников Зеленского. То есть ставленник Зеленского по району, его коллега по цеху юмористическому в прошлом, говорит, будем рыть ямы, мы настолько незламні и потужні, что будем ходить в яму. В яму будем ходить.
А Кличко говорит, уезжайте. Кличко слабак, а мы сильные. Мы настолько суровы, что в яму будем ходить, будем рыть. Отвечает Бахматову, есть такой Геннадий Рябцев, эксперт, значит, энергетический. Реагирует на то, что нужно в эту выгребную яму самого этого Бахматова и засунуть. Нужно посмотреть, что этот глава написал о готовности к отопительному сезону. Конечно, у него нет средств, чтобы обеспечить тепловой энергией всех жителей, но нужно предлагать пути решения проблемы. Копать выгребную яму в городе? Он идиот? Там же коммуникации, грунтовые воды. Чтобы потом сложились фундаменты, что ли? Для решения проблемы с канализацией, которая может работать из-за отсутствия электроэнергии, можно устанавливать автономные генераторы, говорит Рябцев. А с выгребной ямой это не выход. Если у Бахматова никаких других предложений, он должен уйти в отставку. Просто сегодня, подытожил этот эксперт. Но тут же еще одна такая идет очень важная вещь. Санитарная эпидемиологическая ситуация. Когда, простите, во дворе вашего многоквартирного дома все спустятся и походят там, одной ямой, надо как минимум две. Яма для мальчика, яма для девочки, ну или одна большая яма, но такая, чтобы там условно 2 десятиэтажки, одна яма на 2 десятиэтажки, или одна яма на каждый подъезд, парадная. Тоже ведь вопрос, там же нормы должны быть этой ямы, и что там, как это все будет обслуживаться. То есть, как это все будет выглядеть. Многие написали там про 17 век, но это некорректное сравнение. Это идиотизм. Нормальная речница говорит, мы не знаем, будут еще обстрелы. Следовательно, логика, надо идти и заканчивать войну, чтобы не было обстрелов. Вот как этот киевлянин идти через речку. Все так смеются над ним. Южный, по-моему, мост, да, это, да, вот эти Славутич, по-моему, да, это ЖК Славутич, сняли. Конечно, он идет пешком, по льду, по Днепру, под мостом, по замерзшему Днепру, рискуя жизнью. А вы знаете, сколько такси стоит с одного на другой берег? 1800-2000 гривен. А у него нет 2000 гривен, а он живет на том берегу. Вот и шурует пешком, как может. И слава богу, что все замерзло и можно так пройти. Дома покрываются льдом. В буквальном смысле этого слова. Опять-таки, вы спросите, а что это за сосули? Откуда они? Ну, вы же видите, это комната. Да? Там люди ставят батареи, да, на этих лоджиях, расширяют какое-то пространство в этих панельках. Видимо, батарея лопнула, вода потекла, текла вот как могла, и вот образовались такие сосули. Видите, рыжая вода, понятно, что это с труб. Понятно, что бахнули коммуникации. А это дом, рядом с которым когда-то я достаточно долго жил в Киеве. Там магазин. Сельпо. Тоже ощутил на себе все прелести подачи воды, тепла, света, коммуникаций. То есть вы понимаете, что происходит? Это катастрофа, и когда потеплеет, будет еще хуже. Нет, будет теплее, будет лучше, не так холодно, но с точки зрения коммуникаций будет еще хуже. А когда эта яма измерзла из земли, куда надо ходить Бахматову или с Бахматовым, а когда она размерзнется, что будет? Конечно, все прикованы к Киеву. Конечно. Однако есть и другие места. Одесса, Харьков, понятно. Но в Кривом Роге, родине малой президента, или человека, называющего себя президентом Зеленского, люди не выдержали и перекрыли дорогу.
Вот спросили, а чё ж ты, а там женщины, пенсионеры. Суботи, світла у нас нема. Постійно включається і виключається по 5 разів, і потім взагалі не вмикають світло. В 11, понеділок в 11 світло вимкнули, у нас там 2 години було світло в понеділок. В 11 дня світло вимкнули. І вимкнули його аж вранці, 4:30 ранку. І через 2 години його опять вимкнули. Скажіть, люди добрі, у людей котли працюють на цьому, на електриці. У людей діти. Скажіть, будь ласка, як людям бути? Я вже не кажу там, ті холодильники, ті телевізори, нікому не треба. Ну як людям бути, скажіть? Через 4-2 включали світ. Включать на 5 минут, на 7 минут. Виключать, 2 години немає. Опять на 7 минут включили. Виключать, 2 години немає. Потім взагалі виключають. В тій черзі просто немає світла. Ми требуємо того, щоб графік соблюдався. Щоб нам хоч дали хоч той світло. Його небагато, але хоч дали хоч це. Вот так вот. Как там, помните, скандировали раньше «Спасибо жителям Донбасса за президента». Можно перефразировать «Спасибо жителям Кривбасса». Но это цинично, это ведь неправильно. И тогда многие об этом говорили. Не надо так, не надо. Ну вот, родной Кривбас. 2 часа есть свет у людей, 2 часа. Графики в тартарары. Соблюдать их никто не намерен. Ходят, ругаются работяги, женщины, пожилые женщины в возрасте. Перекрывают дорогу. Хотя уже все говорят, не перекрывайте дорогу, это ни к чему не приведет. Так а как так можно жить, когда свет 2 часа? Что надо делать? Ну, может, хоть голос Кривбаса услышит уроженец Кривбаса. Но, похоже, не слышит. Похоже, не слышит, потому что у него есть очень хорошие друзья и партнеры. Вот как эта посолка Наталья Цмоть, посолка Канади в Україні. Ми не привикли до того, щоб так жити. Без електрики, без інтернету, без світла. Це справді тяжко, і це бачиться спеціально для людей, що живуть на лівому бережжі. Так? Але я розумію, що це стійкість українців. І як я говорю це з українцями, я бачу, що вони будуть так терпіти, вони будуть триматися разом, тому що краще так жити тепер, ніж під російською окупацією. Вот так вот. Вот аргумент, который ты ничем не перекроешь. Почему? Потому что за тобой придут СБУ, свернут как бы в 3 погибели, выпишут срок и скажут. Ну а как ты отреагируешь на этот аргумент? А ты что, хочешь под российскую оккупацию? Нет, я не хочу, чтобы у меня было 2 часа света в день. Под российскую оккупацию захотел. То есть это даже не манипуляция. Это просто какой-то сюр. Это абсурд, это ситуация, доведенная до изнеможения людей, системы, вообще принципов, понятий. Это катастрофа этой страны. Катастрофа. Но как же нас учит современный мир? Надо ко всему относиться легко. Вот, например, Одесса. Сегодня привет в игре в города передавала заледенелая. Зато будут новые чемпионы по фигурному катанию. Нормально. Надел коньки, и хорошо. И от ТЦКшников в случае чего можно убежать. Все же хорошо. Все же позитивно. Все же здорово. Вообще, главные враги — это Маша и Медведь. Я вам сообщал в шуме, и сегодня это решение приняла ассамблея во Франции, показывал Макрона, который требует, детям до 15 лет ограничить соцсети. Сегодня это решение приняли. Есть такой депутат-козявочник от «Голоса», который Шуфрича заменил на его месте, типа по свободе слова. Типа слов в свободе, типа слова. Ярослав Юрчишин. И он говорит, во Франции запретят до 15 лет пользоваться соцсетями. А напомните, это мы или Франция в состоянии войны? Вот только и в европейских странах ограничения безопасности не вызывают пустопорожних разговоров про наступление на свободу слова, потому что Франция, Дания и другие северные страны, а еще Австралия, видят реальную угрозу от России и Китая. И они
замечают культурную экспансию России, а мы нет. Значит, это очень важно, друзья, я сейчас хочу отметить. Вот так работают, это уже манипуляция. Потому что Макрон, и если смотрите «Шум» и смотрели прошлый «Шум», этот конкретный кусочек, где он проталкивает это решение, против китайских алгоритмов и американских соцсетей, которые как бы захватывают мозг наших детей. Какая Россия? О какой России речь? О чем ты, Юрчишин? Но он говорит, проект «Маша и Медведь» до сих пор не под санкциями. ТикТок с ботафермами, искусственным интеллектом. У нас Телеграм, из-за которого дети покупают всякие вещества и закладки делают со взрывчаткой на заказ ФСБшников. Мы не должны быть мы должны быть на острие решений по безопасности. Значит, какие нужно сделать шаги власти? Первое. Санкции на Машу и Медведя и другие российские продукты. Второе. Установить возрастные ограничения для пользования соцсетями. Третье. Вышеперечисленное плюс стратегическая работа в долгую. Стратегическая работа – это развитие критического мышления, разрезнять фейки и манипуляции от фактов и цифровое образование детей. А как? Вот выгнать монахинь из церкви. Это да. И запретить все соцсети. Это, конечно. Но критическое мышление... А что критиковать? Критическое мышление... Понимаете, вот он сейчас рисует пути вот эти. Я сейчас даже не берусь про Машу и Медведя комментировать. Если хотите, прокомментируйте под шумом в комментариях. Это, конечно, нечто, если честно. Критическое мышление, понимаете? Так вот они же вот домыслились критично. С этим Феликсом Редькой, остановил ося во Львове. Они же сжирают друг друга и говорят, что это критическое мышление. Они уже таких людей говорят, что они агенты Кремля, что мама не горюй. А некоторые даже ловят каких-то агентов, которых лично Лукашенко отправлял. Вот эту журналистку Кардаш СБУ, там же первый человек, самый главный, заинтересован. Наше критическое мышление украинское сводится вот к этому показательному моменту. Все знают, кто не знает, в Украине есть Новая почта и Укрпочта. Значит, Новая почта быстрее, сервис лучше, сетка лучше, услуга лучше, информация там, в общем, класс. То есть и деньги можно перечислять, за коммуналку платить, все можно делать через Новую почту. Но Смелянский же на государственной компании получает бешеные бабки. Даже была такая там шутка, когда-то только Трамп становился, что у него больше зарплата, чем у Трампа, у Смелянского, директора Укрпошты. И он додумался установить почтомат Укрпошты возле Новой почты. И гордится этим. Говорит, маркетинговая стратегия такая. Маркетинговая стратегия. Смотрите. Наше критическое мышление доходит до того, что нам какая-нибудь Кристалина говорит, речите как львы, какая-нибудь посолка говорит, терпите, это ж не под российским флагом. Вы сильные, вы сможете. А другая говорит греться разными резиновыми штуками, мужчина-заменителями. На прошлой неделе активно обсуждалось. Настолько активная, что поинтересоваться, как это делать, видимо, решила у этой подруги Кулебы, Павелецької, сама Бацман. Знайомі з його колишньою дружиною Євгенією? Колись десь бачились. История очень интересная, потому что он же с ней, это же его просто подруга, а Кулеба же был женат. И эта Павелецкая с вот этими, она держит магазины для взрослых. Она, получается, Кулебу, вот того самого с лопатами и с сигареткой, она его отбила.
А коли ви почали вже жити разом, це 21-й рік, він ще був одружений. Тобто я так розумію, що він в 22-му, да, розлучився. Це ж формальності такі. От чи вам довелося пройти через якісь болючі моменти, там емоційні сцени з цим пов'язані? Тобто можна сказати, що це була зрада з його боку? Чи уже на момент, коли ви почали зустрічатися, у нього вже не було стосунків з дружиною? Ну, я не вважаю, що я вправі обговорювати стосунки інших людей, ну, тобто стосунки Дмитра і його колишньої дружини, це їх стосунки. Ну, але, звичайно, коли ти починаєш стосунки з відомою публічною людиною, то ми були перший великий такий камінг-аут, який стався. Каминг-аут, ну типа раскрыли. Ну, эти словечки, эти бэкстоп, каминг-аут, ну хорошо. На концерт они там их в первый раз увидели, в 21-м, по-моему. Не за нашою волею був новий рік, 31 грудня 21-го року, і ми були... З 20-го на 21-й. З 21-го на 22-го. І ми... То есть, смотрите, вот как раз увидели их, и в этом году и война началась большая. Вот если бы Кулеба жене не изменил, может, и пронесло бы. В цей вечір пішли з друзями на вечерю, і потім в театр на балет. І чи війни не було. І папараці якось дізналися і зафільмували, як ми йдемо в ресторан. І це було всюди, від Соловйова, Russia Today, просто, ну... И... То есть, смотрите, был такой эпизод в 22 году, просто война началась, и там же, понимаете, уже многие забыли, что год начался вообще с Казахстана, с Ирана, с Мау, да, то есть все, там тоже было такое начало года очень тяжелое, как вот сейчас 26-й, вот тогда тоже был очень такой год прям насыщенный, да, а тут еще вот этот вот скандал светский. Дуже багато всього і дуже багато неприємних речей і в інтернеті, і так далі, і до сих пір там пишуть. Соловьев, Скобеева, все обратили внимание, представляете, на министра-то Кулебу, с какой он пассией ходит. Пишуть якісь неприємні речі, ну, але то життя, я спокійно до цього ставлюся. Я знаю, що ми не зробили нічого поганого, мені не за що не соромно, тому я на це просто не реагую. Ну, вам було таке, що писали, там, ти розбила сім'ю, Ну, там, і ти зараз там... пишуть. Ну, це ж люди дзеркалять те, що в них є, навіть зараз пишуть, що... В смысле? Люди зеркалят то, что у них есть. То есть, понимаете, в чем дело? У нас слова, действия, они какой-то бред они несут. В смысле, зеркалят то, что у них есть. Семью вообще берегут. В чужие семьи вообще... Вот это правильно. Вот это правильно. Да? То есть, в чужие семьи не лезут. А люди зеркалят себя. Через тебе Дмитро лишив 2 дітей, діти там у нас на вечері сидять, і в цей момент хтось там сидить і пише. Ну, я спокійно до цього ставлюсь. Головне, що зараз у нас в усіх чудові стосунки з дітьми, з Дмитром. Ну, от ви вже дорослі люди були, в принципі, і ви відповідальні. Як у дорослих людей, у вас було з'ясування стосунків з Євгенією? Чи була у вас розмова якась з нею? Ні. Ну, я не розумію, про що... І зараз, я так розумію, ви також з нею не спілкуєтесь? Ні. Я думаю, що в кожної з нас досить велике коло спілкування. Можливо, не розумію. Угнала ты его, угнала. Короче, Кулеба угнанный. Понимаете? Угнанный. И так вот и не пристроиться никак. Уже всем все дали. Притули денег, Стерненко советника, Кубракову советника. Нормально все у всех. Понимаете? Нормально. А Кулеба вот это вот, он угнанный оказался. Ай. Ну, конечно, еще один такой маленький шумок сегодняшнего дня. Это еще один политический деятель, нардеп, Нагорняк. Он сегодня проболтался, что украинцев, молодых ребят, выехало за последний год, ну, за прошлый год, более 500 тысяч человек. Цифри дуже для нас страшні. Я думаю, що мова йде лише за цих півроку, принаймні. Простите, полгода, за полгода. За там оцінками самих і прикордонників, що десь понад 500 000 молодих людей виїхали за кордон. І коли ти прилітаєш з відрядження в Варшаву і хочеш викликати машину,
Українці приїжджають. До тебе приїздять лише одні українці. Зараз Варшава і Київ відрізняються тільки відсутністю світла і відсутністю тепла. Все. А кількість українців в Варшаві сьогодні, вона шалена. Практично ти в будь-який ресторан, в будь-яку кав'ярню чи магазин, чи викликаєш таксі, кожен другий таксист українець. І це молоді люди всі. Молоді люди. І ще одна велика проблема. Ви не питали, повернуться чи ні? Ви знаєте, я завжди запитую і закликаю. І так само, як цього разу зустрів в Цюриху, в аеропорту, зустрів теж українця під час поїздки до Давосу. Одесит українець, і я перше, що попросив його, кажу, будь ласка, як тільки у вас буде нагода, повертайтесь в Україну, повертайтесь до рідної Одеси. Зачем? Она же будет... Там 90% населения должны сказать, что Бандера любил Украину, и вообще, а те, кто там зверствовали, это переодетые НКВДшники. Тому що нам потрібно наші українські люди, щоб поверталися до України. Зачем? Зачем? Чтоб идти воевать? Чтоб радоваться, как Усик из Таиланда всех поддерживает, находясь в Украине? Чтоб отбиваться от Бусика? Зачем вот в Одессу возвращаться? Чтоб на коньках ездить? Где Труханов? Ну, вроде как выпустили, вроде как там видеообращения какие-то начал записывать. Так а где эта власть? А посыпают. Вот смотрите, тут же тоже, они же поменяли власть. Они убрали Труханова, сказали, ты российский агент-шпион, забрали паспорт, сиди, судись. Он сидит и судится. А куда он поедет? Он говорит, у меня этого нет. У меня, я даже не мог это получить, российское гражданство, потому что, там армия, вот это вот все, Советский Союз распадался. Да, я там служил в той части Советского Союза, но я позже вышел этот приказ. Как бы раньше дембельнулся. Да, говорит, но он сидит. А вот эти лысаки, киперы, которые радовались, которые прихватизировали все, сейчас посыпать не могут. Люди коньки надевают. Посыпать элементарно. А нам же, как Зеленский говорил, мы должны защитить Одессу. Защитили? Сегодняшний обстрел. Чем защитили? ПВО, которого нет. Или, может, договорились, чтоб не стреляли? Не договорились. Чему? Зачем возвращаться? Порадоваться, например, как Свитолина побеждает, выходит в полуфинал. Вот, наверное, еще одна причина, почему Зеленский нападает на Беларусь. Она же будет с белорусской играть следующий свой этап. Australian Open. Все радуются. А третья ракетка, Гауф, он психует как может. Идет уже после игры, там в 2 сета вынесли 6-1, 6-4. И вот так вот, и вот так вот. Мне кажется, каждый украинец представляет под эти кадры что-то свое. Что-то свое. Наша ситуация напоминает события в Сицилии. Там гигантский оползень. Просто, срывает дома, кварталы, сползает все, эвакуирует 1000 людей. Пока на момент этот нет информации о пострадавших. В общем, проливные дожди на 4 километра и продолжают расширяться эти зоны оползней. Здания скатились на краю пропасти. Мэр города Нишими назвал ситуацию драматической. Ситуация продолжает ухудшаться, потому что регистрируются новые обвалы. Мы работаем вместе с гражданской защитой над поиском альтернативных дорог, чтобы город Нишими, или Нишеми, правильно, наверное, да, чтобы он не остался полностью отрезанным от мира. Массимилиано Конти, это мэр Сицилии, сейчас вот это говорит. Вот как выглядит сейчас ситуация. Вот. Все. Вот это положение вещей. Она говорит, а я вот езжу и спрашиваю, вы же обязательно вернитесь. Да, из Цюриха прямым рейсом. Вот когда будут прямые рейсы, тогда сразу вернусь. Прямым в Одессу. В аэропорт Одессы прямым рейсом. Вот так и живем.
Да, друзья, всем большое спасибо за поддержку, спасибо за суперчаты, суперстикеры, с уважением из Майами, привет с Майами, лайк вам, спасибо большое. Друзья, кто не поставил лайк или не проголосовал, проголосуйте, пожалуйста, в нашем сегодняшнем опросе. Так, давайте, собственно, скажем так, по-быстрому, да, заглянем, да, заглянем. Так, значит, ну, понятно, тут Запорожье прифронтовой город, 5 погибших Барвенково, 5 погибших после удара по поезду, 5 человек. Значит, ну и, конечно, сейчас распространяют видео понятно, это все дроны со старлинками. И сейчас распространяют видео вот горящего этого поезда, этот момент, да, сняли. Идентифицируют тела, вроде как говорят, что это, собственно, на дроны были установлены старлинки, и оператор осознанно бил по пассажирским вагонам. Ну, это УНИАН сообщает. Там ДНК-экспертизы будут по этому поводу. Кого бил, по ком бил, кто ехал, бил это, правда ли это, мы, к сожалению, пока не знаем. Но вот такую версию, да, вот такую версию нам демонстрируют, что если удар по поезду, 5 погибших, это осознанно, на старлинках вот эти дроны, шахеды залетают и всех разбивают. Украинские средства... Да, это не Орешник, пишет кто-то. Да, не Орешник. Да, у кого-то тревога сейчас. Скоро... Так. Да, УНИАН. Ну, а украинская медиа почему? На Сицилии это в норме русского языка, и в Сицилии тоже. Ну, спасибо, началось. Сицилия. Это как-то на Аляске и в Аляске. Я помню, когда Аляска была 15 августа, писали мне, ты неправильно, Шелест, говоришь. Смотрите, в Аляске это в штате. На Аляске это, собственно, правда. Так, значит... Александр, что ты слышал про попытку переворота в Китае? Предательство ближайшего, поснимали всех на свете. На самом деле, ну, ситуация такая очень и очень, что называется, ну, давайте так, непростая. Из того, что можно известно и плюс-минус, да, так рафинированно как-то выделить и сказать, без каких-то эмоций. Кому интересно в красках, то, пожалуйста, милости прошу, Геннадий М. рассказывал. Значит, зачистили жестко армию, расследуют против Чжан Юся, это ближайший друг детства Си Цзиньпина. Генерал мог сливать Западу секретные материалы ядерной программы Китая. Готовился даже госпереворот против Си Цзиньпина, это расследуют. Самая громкая зачистка, это за все время. Там прямое продолжение антикоррупционной кампании Си Цзиньпина. Пишут, что по всему Пекину много там техники военной. Взяли под контроль исторический запретный город. Это такой крупнейший дворцовый комплекс, да, в мире. Это центр Пекина, там гости, соответственно, всякие. Ну и разная пресса публикует... по поводу Пекина публикуют, вот так выглядят, как это, соратники, да? Вот давайте, вот кто остался с Си Цзиньпином за последнее время за антикоррупционные чистки. Вот так вот, да? Ну вот так, смотрите. Прям как все, кто поздоровался с Зеленским, прям вот все вот после зачисток Си Цзиньпин устоял в результате этого, собственно, попытки этого переворота. Вот поэтому, да, вот что, собственно, известно по этому поводу. Это если так очень коротко.
Так, на полуострове Аляска, правильно, да. Одесса, держитесь там, родненькие, да, держитесь все. На Одессу 10 беспилотников прямо сейчас, да. Шелест, когда будет Орешник? Там это мне сбрасывали. Я показывал в каком-то из видео. Вчера показывал. Фотографию на суд к Тимошенко пришла экстрасенс. Да, которая как бы сотрудничает со всеми, там расценки называла. Эту же я показывал в шуме, это Мария Тихая. Она говорит, что Орешник в 26-м году будут применять чаще, и какой-то там в августе будет страшный Орешник. Может, раньше, но в августе что-то там выпало у нее. Поэтому, наверное, вот так и я вам отвечу, когда будет Орешник. Потому что, понимаете, в чем вопрос? Да? Вот эта вот вся история, нам превратили эту войну в компьютерную игру. И всячески передергивают информацию. Вот, в поезд пассажирский, пассажиры погибли, их идентифицируют тела. Это на Старлинке, на ручном управлении. Знают это, не знают, ручное, не ручное. Ну, в общем, надо же разбираться, а расследований нет. Вот как забросили версию, и так она прожила полдня, потому что за эти полдня новая трагедия, новые жертвы. И так это все и происходит, понимаете? И все потом забываются. А мы находимся в каком-то таком, какой-то компьютерной игре, понимаете? А это реальные жизни, реальные люди, реальное разрушение и реальная война. В Одессе прилет за прилетом. Одесса, держись. Вопрос, Александр. Сегодня годовщина гибели пленных ВСУ на борту Ил-76. По этому поводу что слышно с Украины? Ну, по-тихому, по-моему, возвращали же вот эти останки, сгребали их в кучу, и там люди разбирались, кто где чьи кости. Это ужас, конечно, то, что произошло. А насчет самого факта расследования, это опять-таки, говорю, расследования нет. Опять-таки, есть версия, что это Патриот. Патриот вместе с начинкой и как бы экипажем не совсем на одном языке говорили с центром управления. И вот это вот так вот случилось. Но, понятно, Украина официально это никогда не признает и говорит, что это россияне сбили. И вот так это и останется в украинском медиа. А никто не доказывает. Россияне редко делают расследования, а даже если они что-то и сделают качественно, они не могут это сделать, потому что это на территории Украины произошло. То есть должны украинцы расследовать эту версию о том, что это там friendly fire условный, да? Но этого никто не делает, потому что это же ужас. Это же сразу подрыв всего братского, братства воинского, да, какое бы оно ни было, да, или там ультраупоротое с символом электриком, или просто нормальные офицеры, профессионалы, военные, которые там, у них есть воинский долг, воинская честь. Есть еще такие люди, да, и они воюют. Это костяк армии, поэтому, собственно, так вот и воюются. Они тогда окончательно отвернутся. И так уже многие поотворачивались, комиссуются, валят со стороны, плюют и говорят, не-не-не, я не пойду, все, я нахлебался полной ложкой. А то, представь, им еще на голову такое ошарашить. Так. Да, друзья, без Ютуба и VPN Россия не сможет жить с ними. С кем с ними? Так, друзья, смертная казнь за коррупцию все равно воруют. Конечно, воруют. Конечно. И будут воровать. Так. Да, друзья, спасибо всем большое за сегодняшний шум. Спасибо за поддержку. Очень признателен, что так допоздна, и мы сегодня провели его вместе. Рад, что ждете, пишете и, конечно, шумите. Большой привет всем участникам игры в города. Ждем, как говорится, новые точки на карте. И встретимся обязательно. Хорошо пошумели. Добра и света.